Хоба. Ведь хоба же, ребята. Так, вижу хобу на Твиче. Вижу хобу на Ютубе. Вижу хобу на ВК. Ну, вроде все неплохо. Здорово, Хес. Чуча сошел с ума. Алхимик тоже сошел с ума. Почему ужас? Лаки Пиксы здесь. А, мощную рекламу крутят. Ё-моё, еще рекламу крутят. А мне денег не платят за рекламу. Но крутят. Вот свиныги. Здрасте. Лаки Чейн. Виноградина не лад минус вайн. Мотя или Бания Нейзер. Здравствуйте, здравствуйте, ребята. Будешь 4 часа стримить? Не знаю, сколько буду стримить. Может 2, может 4, может 1, может 3. Он ли 6? Не знаю. Как пойдет? У меня на групповой этап осталось стрима 2. Ну, сегодня и еще 1. Что в итоге решили с сеткой? Там что-то там решают. Что-то там поднимают вой. Вроде как уважаемые люди не прошли. Так что... Надо что-то делать, ребята. Починил ВК, а он и не был сломан. Здорово, один. А с теми, кто рулбрейки делал, что делать будет? Не знаю. Может, там уже не отменяется игра. Непонятно. Я, честно говоря, не то чтобы сильно слежу, что там происходит. Ну, точнее, у меня нет доступа к внутренней кухне. У меня есть доступ только к анонсам. В анонсах написали, что все написали тише, тише, не воняйте, все под контролем, никого рандомно кикать не будут. То есть, видимо, Бухгольц отменен. Вот. Будут кикать точечно, а не рандомно, наверное. К чему это приведет? Не знаю. А с теми, кто в НД играл, не знаю, будут ли они уничтожены, взорваны. Мы, кстати, на каком раунде остановились? Мы, по-моему, посмотрели полностью 5-й раунд. Да? Да. Полностью 5-й раунд группы номер 5. И то есть мы можем прыгнуть в группу номер 6. Точнее, в раунд номер 6 группы номер 5. Пиздец. Очень сложно. Очень сложно. Ну что, погнали? Погнали. Кто у нас... Сейчас. Кто у нас кандидаты вообще на выход из группы 5? И кого нам интересно смотреть? Что-то какая-то душная реклама мне все тут поперекрыла.
Так. Сенфиши. Сипа. Другаш. И Солмер. Кукинко. Ажек. Альфредина. Ну. Так, Арекс Рес уже 2 игры проиграл. Он уже выпадает из гонки. Просто... это без сообщения. Спасибо большое, Евгений Васильев. Скажи, Райзум, ты делаешь каждый день, что тебе не нравится, ведешь стримы, воспитывая себе характер, правильно, Вернер? Я это на прошлом стриме сказал. Так что ты опоздал. Берс не в этой группе. Итак, к началу 6-го раунда из гонки, считайте... А нет, Ксартос... Да, Ксартос выпал из гонки. Он проиграл 2 матча. Он проиграл Арек Рексу и Сипе. Да. Мистер Бейн оф Сартек проиграл 2 матча. Католик Алкоголик проиграл 2 матча. Альфредыныч победил, проиграл всего лишь в одном. Другаш не проиграл ни в одном. Сенфиши проиграл в одном. Ага. Ага, ну давайте смотреть именитых ребят. Сейчас накачаю. Нейронкой написать пасту. Сам придумывай пасту. Какой тебе нейронкой? С ума сошел? Ну-ка думай. Ну-ка думай сам. Так, реплея куки нету. Я понял. Реплея куки. Ну-ка, что там по Ксартозу еще раз? Какие у него шансы? Ксартос. Ксартос проиграл 2 матча. Это похороночка для него. Это похороночка для него. Так. Окей. Ну, начинаем тогда. Тогда Сенфиши против Альфредина. Сразу у Кукинко оппонент снялся с турнира. Это ему подруинило эти поинты. Можешь назвать чемпионов 2024-2025 года? Чего чемпионов? ВВЦ? ВВЦ не по годам шло. Когда у нас последний ВВЦ был? В 22-м? 23-м? 22-м? Я даже забыл, кто там выиграл. Там Платипус, наверное, выиграл. Первый чемпион Архан Ака Эвенстар в ВВЦ. Второй чемпион Платипус, по-моему. Ему должны были 0-2 дать победу. Норм. А кто у нас победитель ЧР? В прошлом году Карадок. В том году Карадок и Chosen. А в прошлом кто был? Берс Булдыга, да? Или нет? Нет, вру. Краб Булдыга. Я вас обманул. Да, я быстрее, чем алхимик меня поправил. Краб Булдыга. Краб это Булдыга. Поехали. Альфредина против Сенфиши. Дзинч против Бестов. Какой интересный набор юнитов у Бестов. Оба-хоба. Здравствуйте все, ребята, кто подошел. Залетаем сразу. 6-й раунд группы номер 5. Играют только серьезные пацаны.
только фул серьезные пацаны. Сразу у нас рашерская позиция у зверолюда. Сразу же на точке перед Зинчем. Моментально, кстати, на это реагирует здесь Альфредина, оттаскивая свою армию назад. Магия природы. Тут у нас возвышенный властитель перемен. Сразу же попытка расстрелять кентигоров, чтобы они не мешали. Быканули немножечко скаты, но их отогнали. Вот, зверолюд понял, что раш не удается. Дзинщит среагировал. Бежать за ним он не хочет, попадая под обстрел. Лорд крутой, дорогой. Ну, блин, это возвышенный парняга. Тут, кстати, есть проводник чар. Круто. А здесь высший проводник чар. Очень больно Перитону. Его надо уводить. Его так расстреляют постепенно. Драться он не сможет нифига. Постоянно напрягает своего противника Альфредина. Постоянно. Еще пошел напряг. Ну, по крайней мере, сейчас будет попытка напрячь противника. Врывается вперед Зангора. Они должны очень хорошо грабителей Дзинча пробивать. Здесь появляются фурики. Гарпиям очень тяжело подобраться. Еще и обстрел под Зангором. Ну, кстати, неплохо копейщики держат туда. 37 защиты в целом. Нормально, можно подержаться против Зангоров. Ух ты, как больно. Но перекрестный огонь по кентигорам, и отряд просто удален. Скаты пока что ждут. Они не просто ждут, они немножечко гоняют Перитона. Влетел возвышенный властитель. Он и в миле может подраться, он и напугать может. Очень-очень крепкий фронтлайн у Дзинча, посмотрите. Просто зверолюд разнесен в хламину. Он только напал. Уже тут полная поплава происходит. Казалось, крайне тяжело нападать. Даже сыны Гороса, очень дорогой отряд, не смог здесь ничего нормально пробить. Вынужден сейчас отступать. А скаты-то еще целые. Очень больно кентигорам. Не справляется с управлением Сенфишен. Тут уже в целом бой закончен. Альфредина просто в самом начале его переиграл во всем. И здесь сейчас задавит просто преимуществом по юнитам на поле боя. Противник уничтожен. Да, раш не получился. Довольно уверенно. Прыгаем дальше. Сенфиши Альфредина. Опять ящеры. О, дикий карнозавр против кота. Интересно. Интересно. Тут у нас рашевый билд, смотрите. Очень редко мы видим карнозавров вообще. Маздамунди. 6 отрядов кавалерии. Карнозавр. Это против кого? Против Сайтанга теоретического, который мог бы там быть. Или не берут Сайтанга здесь. Пошла сразу же задучка. В морду накидали ему, чтоб не наглел. У Катая не коробка, у Катая широкий строй, есть железные когти тигров, но это Маздамунди. Это разрушение городов, это изгнание, поэтому пехота боится Мазды. Какой шанс встретить карнозавра на улице? Неплохой. Я в магаз ходил, пару раз встречал. Не нулевой, скажем так. Булдыга уже закончил свое участие в групповой стадии и пока что ждет результатов. Так, пошла сеточка. Смотрите, как сдвигается. Очень широкий строй у Сенфиши. И решает Альфредина просто перегрузить фланг.
заставляя катайцы немножечко руинить свою оборону. Вперед выходит когорта сцинков, чтобы потратить свои плевки. Причем довольно неплохо потратить. У крестьян нету ни брони, ни щитов. Поэтому плевки они впитают. При этом ответного обстрела особо нет. Разрушение городов пытался кинуть Альфредина, но увидел, что мажет им, или просто передумал и решил отменить и бросить изгнание вместо разрушения городов. Пошло изгнание, которое задевает два отряда, но не то чтобы прям сильно, хотя с другой стороны оно может туда-сюда пойти и в любом случае уже раздамажит. Крестьяне-всадники пытаются остановить наездников, дробовики не могут из-за этого стрелять, протаскивает кавалерию Альфредина, чтобы повязать пацанов с дробовиками здесь же под прикрытием пехоты. Один пак кавалерии убивают, возможно сейчас уничтожит второй пак кавалерии. Пытается протащиться Кава, бросается сетка и разрушение городов, которое рандомно бьет, и оно очень хорошо попадает. Все три каста очень хорошо попали. Все три линии. Ящер напирает. Но не идеально, как вы видите, размен идет сильный. Карнозавр распугивает все, что можно распугать. Железные когти пытаются перехватить Карнозавра, но его же просто так не остановить. Пошел Апофеоз, который хилит наездников здесь. И Альфредина пытается прорваться всеми к стрелкам. Ну, что логично. Очень хорошо обошел. Все практически, что можно повязать, он повязал. Ценой серьезных потерь, но все же он добрался до своего соперника. Он добрался до дорогих отрядов. Он добрался до дробовиков, он добрался до бомб. Он не дает им реализовываться абсолютно никак. У Катая тут, я смотрю, по кавалерии, конечно, грустно. Всего 3 пака кавалерии. Обороняться с таким тяжело, с таким набором. И Катай хавается. Ну тут еще превращение в дракона, конечно. Неприятное. Да, Карнозавр еще и под апофеозом. Если что, готов защищать Маздамунди. Готов лупить Джаомина. Набрал он пока немного вэлью, но Джаомин сел, чтобы ему помочь. Ежели чё. У Катая просто зачищена вся армия. Практически. Остается Джаомин, остаются тигры с алебардами. Ну а тут уже все. Уже происходят максимально недобрые вещи. Опять же, резко хорошо напал, но это мастерство лэндов. — 2-0. Альфредина уверенно проходит своего противника. Конечно. Уверенно. Да, контролит он солидно. Прыгаем мы с вами дальше. Другаш и Ажек. Другаш идет в 6-м раунде со счетом 5-0. Ажек идет со счетом 4-1. Ажек проиграл только Сипе. 2-1. Ух ты! Ух ты, какой билд у Другаша. А что я сказал? Сенфиш... он проиграл Сенфиши 2-1. Не Сипи. Прошу прощения. Да. Да. Да, Сенфиши 2-1. Все, понял. Да, мой косяк. Итак, у нас огры. Огровские королевства, огрские, против высших эльфов на карте башня Хаэта. Башня кто это? Также казначей, серьезные ребята здесь есть. И против них коробка. 2 отряда болтометов.
Ну, в целом, как будто бы это полные похороны по билду для эльфа. Для высшего. Или я вообще не разбираюсь. Ну, возможно, я не разбираюсь, ребята. Но выглядит как зафидыга полная. Потому что болтометов сейчас попытается расконтролить через инвиз каким-нибудь образом. Конечно же, если высечь вот этих работяг, то как бы коробка против огров непробиваемая. Действительно, очень сложно пробиваемая. Давайте мы представим эту ситуацию. Могли бы представить, если бы не судьба Бьюны и не пурпурное солнце, которое будет удалять Стражу Феникса. Сопротивления с заклинанием здесь нет. Здесь тоже нет. Сюда она будет влетать. Идеальная просто магия здесь для Ажика. Все очень плохо выглядит для Другаша. Другаш взял, конечно, у него есть Алитанар, у него есть болтометы, то есть есть возможность прошибать модельки. То есть как бы Свинцеплюев он контрит. Но что делать с магом смерти? Что делать с магом смерти? Захватывает точку, Другаш. Алитанар настолько хорош, но, видимо, вошел сейчас в мету. Но его выстрелы, они будут убивать модельку. Вот он лупит 300 бронебойки с выстрела. Он заряжает. У Свинцеплюев ХП 308. Ну, то есть там не бронебойного урона еще сотка. Его хватит, чтобы убить модельку дорогую. Дальше. Здесь есть железнобрюхи 580 хп. Тут уже с выстрела не убить. Но с 2 выстрелов можно завалить модель. Сразу. Серьезно, он серьезный парень. Плюс он неплохой в милишке, как вы видите по статам. Нормальный парень. Не собирается нападать Ажик. Ждет его Другаш. Но понимает Ажик, что да, придется нападать. Вот маг здесь важен. Если удастся Другашу выключить мага. Ну, кстати, я не поверил Другаша, в итоге Ажик растерялся. И не понимает, что делать ему пока что. Он думает. Или копит ветра. Потому что будет брошена одна Бьюна. Потом кулдаун минута. Вторая Бьюна. И можно быстро в течение минуты, полутора минут, сдуть 2 пака. Не, ну я... Куда мне на этом турике играть, ребята? Я еле стримить успеваю. А еще играть... Тут один матч 3 часа будет идти. Так, еще мало того, что играть надо еще трениться. Эшенский людоед пытается точку перезахватить. Тут надо кого окружить, захавать. Итак, пошел навал. Не убить болтометы и не расстрелять коробку. Ну просто так не убить. Опачки. Людоед спокойно просто обходит противника. Здесь дырочка образовывается у нас. Но пока что волчары в нее не забегают. Причем людоед-то нехило, смотрите, раздевает Алитанара. Больно? Крайне больно. Пошла Бьюна. Или нет? Да. Бьюна и сразу контрзаклинанием магичка жизни должна бросать возрождение. Ну, кстати, неприятное возрождение. Пошло возрождение.
20% хп оно выхилит. То есть половину бьюна срежет. Сюда же еще и кровь земли. Моментально бросается. Неприятно. Прибежали вперед стражи Феникса. Огр собирается всей толпой просто навалиться. Прогнали огнерожденных. Ну, кстати, я удивлен, что до сих пор со спины не забежал никто. Хотя со спины сейчас огнерожденные, конечно, сторожат. Пошло пурпурное солнце. Которое задувает фениксов. Фениксы уходят от него подальше. Сколько там стоило-то это солнышко пурпурное? 18. Вопрос, стоило ли оно того? Да, мясник смерти, смотрите, сколько набил. И сейчас будет еще один спел. Сейчас будет еще одна бьюна, ребят. Как раз Огр подождал, подкопил для того, чтобы очень плотно, бурстом накидать урона. О, если бы сюда сейчас влетело пурпурное солнце, наверное, было бы вообще жестко. Клисан вроде обновлял, говорил, что он кулдаун. У меня не скачалось обновление. Он там вроде обновил, чтобы можно было видеть КДшечки. Пошел деньгопад. Тут как раз антипех. Посмотрите, огромный урон. Огромная атака. Сильверинка вообще просто не держит удар против такого. Никаким образом. Людоед лютует. Пошла еще одна бьюна в огнерожденных. Пошло сразу же улучшенное возрождение в этот пак, который уже практически до капа хила пытается выжить. 200 value набит. Набил пак, в него кинули 44 ветра магии на урон. В него кинули сколько там, 36 плюс 2 возрождения, 46 ветров магии на хил. 2 возрождения плюс 2 крови земли. Да? Ё-моё, просто все ветра. Огров подрастреляли, эльф отбился. Все-таки видно билд рабочий. Ну и, кстати говоря, другаш перебивает сейчас своего соперника. Как будто бы по чуть-чуть. Хотя железнобрюхи пошли в обход. Людоед бросает дымовую бомбу. Итак, Ажик обходит, наконец-то, обходит своего противника. Влетает в самый сильный отряд его, который может, который уже дошел до капа хила. Уже ничего его просто не спасет. Тут включена резня. Огромная атака. Огнерожденные отступают. По ветрам магии. Если накопить, а накопить удастся, то можно будет бросить еще одно пурпурное солнце. Если это пурпурное солнце попадет в стражу Феникса, оно может очень-очень сильно помочь Огру. Огр сейчас может на расчаржах на каких-то попытаться добить вот эту стражу Феникса. Но одну из стражей здесь, конечно, обязательно надо убивать заклинанием, иначе кобздец. Замедляют Алита Нара. 15 ветров. Да, мелочевку доедают. Ура! Новая серия любимого аниме «Демон-осеменитель» и девочка-эльфийка с бесконечной жаждой переродились на Ультуане. Что это за озвучка из канала Культура? Что это такое? Господин Вкидов, спасибо, конечно. Хотя это эльфийский донат. Именно так оно звучит. Итак, Ажик перехватывает точечку. Здесь у нас попытка дохавать слабеньких ребят. Накоплено пурпурное солнце. Пурпурце.
Остался вопрос... О, еще и жоржики у нас лазят. Там тылы доедаются. Ажику нужно перехватить точку. Заставить эльфа зайти ее дефаться. И потом бросать хорошее солнышко. Только мага не слить. А нет, просто бросается солнце сюда. Есть отряд рядом. Бросаем пурпурное солнце. Хорошо попадаем. Сдуваем к чертовой матери сильверинку. Кстати, не только сильверинку. У Стражу Феникса. Это идеальное царское пурпурное солнце в 2 отряда. Маг набил 4200 value. Это похоронное просто солнце. Сдохли все. Вся надежда эльфа победить умерла под цветом пурпурного солнца. Тут нужно мем из «Бегущего по лезвию» из нового фильма. Алитанар смотрит на свою армию, у него лицо фиолетовым, неоновым освещается. Побитый, как Райан Гослинг. Смотрит. Смотрит на пурпурного огра, да. Огромного. Ну все. Огры, никаких больше сильверинок. Да там не только сильверинку, там еще по эту... Он 2 пака, это было вообще идеальное просто солнце, и как другаш под него попался, вообще удивительно. Но беру свои слова назад, я думал, что другаш вообще не вывозит этим билдом, а он был невероятно близок к победе. Если бы не это солнце, возможно, он бы победил. Потому что Свинцеплюев законтрили в нулину. Фронтлайн действительно получился крепкий. Но магия смерти, когда у тебя элитные отряды, когда у тебя ставка на элитные отряды, магия смерти просто хоронит. 1-0. Не, я понимаю, что болтомет и контракт Свинцеплюев. Я думал, что там будет что-то типа бросается пурпурное солнце, где-то в коробке дырка, прорыв, туда что-нибудь да забежит и повяжет болтометы. Что-то типа того, я думал, будет. Понятно, что в перестрелке это сильнее. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Против Сланеша у нас какой билд через сингл юнитов. С максимальным количеством копейщиков. Итак, мы готовимся сражаться против крупника. Опа, Титан. Да, это прикольно. В ключевой игре в такой увидеть Титана, это интересно. Ира Титан, Тамбы, племя Черной пирамиды. Есть похищение души, есть одинокий взгляд. У его противника есть слабеющий недруг и яма теней. Есть Дечала. Она является крупным юнитом, кстати говоря. Дечала, возможно, ее будут пытаться... Как раз Сфинкс у Секфа будет пытаться ее гонять. Тут прям серьезнейший антилардж. Ну ее будут душить, видите, еще похищением души пытаться замочить. Просто в нее будут вкидывать ПКД. У нее же нет регена никакого. Регениться она не может. Соответственно, закидывать ее похищениями. Еще одно похищение души бросается от Архана. Смотрите. Просто душить Дечалу. Ага. Дабл спелл. И стоим в коробке. Сейчас будет еще разок.
А потом еще разок от Архана. Не, ну прям тяжело. Еще одно похищение пошло. Но ее так нормально продавливают. Учитывая, что это один из ключевых юнитов Сланеша. И мы видели с вами, что может творить Дичало. Особенно с пехотой. Вот с этой стражей Хепры. Вот, да, ему бы сдвинуться, чтобы часть коробки стояла в лесу. Вот эти углы коробки в лесу стояли. Пошел чардж бродяг в стражу Хепры. Взгляд Фурик. Окей, ждет другаш, думает, что делать. Еще чардж. Ну вот, зачем стоять именно здесь? Возможно, он стоит здесь... возможно, идея в том, что ставит Ажик еще и на свой крупняк, поэтому не хочет драться в лесу. Потому что его крупняк тоже будет страдать. Бросается улучшенная яма теней в стражу Хепры. Попытка жестко продырявить фланг. Два отряда лучников-скелетов стоят в середине, значит, это центр стратегии. Их защищают все. Полетели фурки. Опачки, Дичало показалось. Ну, получи 2 похищения души сразу в голову. Если бы не 25% спас броска, ее бы вообще, наверное, замучили. Призыв Архана. Архан пеший, кстати говоря. Но, блин, серьезно, Сланеш навалился. Понятно, везде, смотрите, везде начинает таять. По всем флангам начинает таять царь гробниц. Потому что, ну, извините меня, копейщики против слангоров, против отверженных. Это тяжелая штука. Им тяжело. Стражу Хепры убили, потому что стража Хепры могла здесь устроить веселую нарезку. Пошли еще призванные ушепти. Обычные ушепти просели невероятно. Как же Сланеш нарезает. Страшно. Как же нарезает. Дичало будет пытаться убить Архана. Еще похищение душ пошло. Ох, сфинксу Секва попадает по Дичале, ей крайне больно, крайне неприятно. Второй раз не попал, удивительно. Вроде бил по спине, атака 89, но не попал. Дичало щемится. Шемится. Проблема вот этих двух синглов в том, что Архана могут вытолкнуть и избить. Сланеш собирается всей толпой навалиться, никакой задушки не будет. Хотя Архан сейчас набьет клинок. А, он заряжает. Он, когда в ближнем бою находится, он заряжает свой клинок. Эликсир попер. Эликсир проклятия. Атака в ближнем бою минус 100. Бедный проклятый. Хотя еще не проклятый, по нему не попали. А вот теперь попали. 0, но 35. Итого плюс базовый шанс 35, считайте 70. Ну, у Дичали 60. 10% шанс попасть есть все равно. У сфинкса, у Секфа. Дичала тоже посчитала и убежала на всякий пожарный. Призыв Архана перезарядился. Цари стоят.
Стоят, давят. Супер хитрый, конечно, контрбилд. Похищений еще много, Дечалу просто удушит. Рано или поздно. Прям удушит в хлам. Опять она набежала. И по ней попал Сфинкс, объяснил ей, что зря она сюда пришла. Еще попал, но это вообще жесть. Повезло, что не попал в третий раз. Наконец-то мы видим доминацию Сфинкса у Секфа. Взял пехоту, чтобы с Лити 3 юнитами играть. Ну, по факту он не мог спасти там свою пехоту, ребята. Это дешевая пехота. Ну, Дечала будет драться насмерть, потому что ей уже капздец. А нет, она просто испугалась и умерла. И это 2-0. Таким образом, Ажек сделал так, что в группе в этой не осталось никого, получается, да, у кого 6-0. Никого. Здесь у всех 5-1. То есть в этой группе конкуренция еще выше, получается. Но крутой билд. Сразу видно, просто в Дечалу она ничего не смогла сделать. Хоть и Другаш развалил сразу пехоту дорогую. Твари слэш понерфили. Ну, по-моему, их нерфили. Ну, синглов таких они вряд ли бы за 2 секунды вот сейчас развалили. Тут готовые синглы. Готовые синглы. Так, ну Сипа так и не сделал касты по своим играм. Ой, Сипа, Солмер. Давайте поэтому посмотрим финальную игру Сипа и Солмера, чтобы знать, кто проходит. А то это беспредел. Опачки. Безумный жаба-билд против огров. Вот это, конечно, неожиданно. Вор. Не, ну, мне ок откладывать касты игр игроков. Ну, типа, там я Краблинга могу покастить через неделю после того, как он поиграл. Ну, и после того, как он выложил на своем канале, я могу показать. Ок также с Солмером. А Солмер вообще не кастит, сказал, отбираешь хлеб. Захожу на его канал, последний видос 3 месяца назад, ничего не выходит. Говорит, дай мне хлеба. Две недели было хлеб поесть. Все, пацаны. Кастить Другаш Солмер? Да можно будет, наверное, посмотреть. Ну, я уже вам сказал, что у Другаша было 5-0. Соответственно, понятно, что там победил Другаш. В битве Другаш Солмер. Очень интересный билд Нургла. Очень интересный билд Нургла.
Чисто раш жабы Форсакина. Реально мощный сипыга. Здесь в качестве мага мясник. Зверский мясник. Ставка на джабов. Джабы бронебойные, противопехотные, но расталкивающие. Вес джабы 1500. Вес огра 1500. Возможно, жабы должны спасать форсакинов от огров. Но тут еще есть, конечно же, гниющие всадники. Здесь, блин, йетти. Огр напуган. Огр хапуга. Пошел чарж. Набларом грустно. Это байт жабами. А, это жабы на натиске 80 убежали. Какой интересный байт. Огры-быки, конечно, лупасят нехило. Я так смотрю. Пошла улучшенная рок и тьма. Сейчас будут по моральке пытаться пробить, да? Что там жабы делают? Они в ближнем бою получают... Ой, что за защиты у вас, пацаны? А тут плачущий клинок. Здесь аура мороза. Пошел деньгопад. Всадники даже подзастряли. Фронтлайн, правда, пробит. Нехило. Ну и улучшенная рок и тьма не помогает. Но тут ужасающего вида нет. Здесь же должны быть жабы ужасные, вонючие. А их нет. Солмер пока ведет. Пока ведет. Так, здесь огров-быков сожрали. И они успели окупиться. Они дрались против пака отверженных, против жаб. И успели окупиться. Это забавно. Все еще немного не выкупаю идею жаб здесь. Возможно, идея жаб реально чисто в массе. Или в расталкивании огров, не знаю в чем. Чтобы защищать отверженных. Но они еще яд, правда, накидывают, да? Скорость. А, ну это типа rush билд. Это rush с отверженными, которые бегают 48. Бедные гниющие всадники. Хотя, как бедные? Наверное, эти еще смогут огрести. Правда, здесь людоед. А это неприятно уже. Огровский казначей жив. И это... А, да, я что-то говорил, что огры-быки там сопротивлялись и забыл, что казначей же рядом. Все, ребят. Там деньгопад случился. Да, поэтому они отбились. Там все в порядке. Здесь чарж со спины сейчас похоронит етей. Но полоска душит. Посмотрите, душит. Правда тут... А, ну высший чародей, лорд. Да. Я забыл, что это не лорд. Обычный милишник. Хотя дэмэджа тоже может хватить. На самом деле. Лудоеды. И вот он влетает в людоедов. Готов еще сейчас расстрелять будет со спины. Блин, как же сам людоед сражается. До конца просто дерется. Здесь у нас что по милишным статам? Ну, вроде плюс-минус что-то неплохо, да? Плюс бонусы будут дополнительные на своих пацанов. Но вот под ним блобиться приятно. Он прям жестко бафает.
46 атаки. Это прям хорошо. Это прям хорошо. Правда, Сипа тут доел все вокруг. Все в округе доел, еще магии людоеда добивают. Куча денег в мяснике зверском, куча денег в казначее. Тут уже практически все грустно. У Солмера остались только синглы. И противник переборол. Удивительно. Это, конечно, жестко, пацаны. Это, конечно, жестко. Билд на лягухах. А краблинга нет, чтобы прокомментировать билд на лягухах. Опачки, Миррор, Дарков. Кто в РТК самый сильный? Самый зверь? Сразу столкновение небольшое в лесу. Сипа попал в засаду, в неприятную. Бросаются миазмы, миазмы режут скорость, яд режет скорость, поэтому тут уже убегать не вариант, придется размениваться до конца. Выбора нет. Тут попытка поймать колесницы, но нет яда, чтобы их замедлить. Но начало боя неприятное. Хотя, посмотрите по вэлю, пока размен идет неплохой, потому что колесницы, наверное, удалось подвес, нет? Начало боя в пользу Солмера должно быть. Хотя, казалось, я думал, побыстрее колдуны разменяются. Он не успевает немного хотя бы дэмэджа нанести. Если бы пытался убежать, здесь бы вообще вчистую бы просто потерял отряд. А тут хотя бы, ну вон. 2/3 удалось снести, 60% противнику. Поймал еще одну тележечку. И он собирается размениваться в лесу. Месть за наших колдунов Рока. Ого-го-ка. Выровнял ситуацию Сипа тем, что набросился на своего противника. Офигеть, я первый раз такое вижу. Все в лес, реально все в лес. Вообще похер на точки. Посмотрите, где они сражаются. Вот это да. Жесть какая. Битва в Рыбинском лесу. Да, пошла толпа на толпу. Вот это куча мала. Вот это куча мала. А тут только миазмы. То есть Сипа взял билд, чтобы на дистанции противника миазмами душить. И пошел толпа на толпу. Драться, пробивать. При такой драке преимущество у Сипы в том, что у Солмера 2 колесницы бичевателей, которые как раз на кайт. А у Сипы full мили билд. Это жесть какая. Что происходит? Тут 3 пака ведьм, здесь 2 пака ведьм. Возвращаются колдуны рокового огня. Здесь еще все неплохо у Солмера, но вот здесь прям похороныга сильная. У обоих игроков удаль срабатывает. В оба игрока друг друга дебафают. Дебаф на дебафе, пак ведьм целый еще идет. Здесь как будто даже завяз Солмер. Вот Сипа здесь ведьм расчарживает. Пытается их расчаржить.
А Солмер ушел в полный размен. В стоячий. На каве. Кава бегает. Ой, Марати поймали. Куда Марати села? Куда Марати села? Ведьм! Они ее просто удаляют. О нет. Ну это похоронное удаление Марати. Марати пытается выхилиться, Марати отступает, ведьмы бегут ее спасать. Им похер. И это GG. 2-0. Получается, у Солмера 2 поражения, то есть он уже не выходит из группы. Грустно. Я был уверен, что он выйдет из группы, честно говоря. Но бой крайне необычен. Это один из самых интересных боев. Что-то не зря кажется, что Солмер не хотел, чтобы его игры кастили. Райзум, зачекай мою репку. А ты кто? А ты вышел из группы? Пока только чекаю тех, кто вышел. Извините, времени мало. Для расслабления, но нет времени расслабляться. Итак, давайте, группа 5. Группа 5. Итак, у нас Другаш, Ажик, Кукинко, Сипа, Альфредина. 5 игроков на 4 слота. Вот здесь Альфредина такой посмотрел на свой Бухгольц и говорит, что этот Бухгольц ваш дерьмо полное, и мы его нахуй отменяем и сносим. Вот. Так что там что-то будет переделывать. Не понравился Альфредина Бухгольц почему-то. Вот такие пироги. Соответственно, не знаю, что там будет еще раунд, не будет еще раунд. Сейчас посмотрим на Альфредина. Альфредина. Он сыграл с РТК Мелькором, который проиграл. Он получил поинты с Энфиша, ну как бы не получил. Он сыграл с Гифи, который победил Ксартаза, а здесь не сыграл. Вот, кстати, если бы Гифи, но он было бы 13,5. С кем там еще Альфредина? Сайфас ему поинты дал. Есть шансы увидеть Сипыгу против Булдыги. Absolver Knight. Есть шанс, конечно. Есть. Ну да, короче, Альфредина не повезло тут с поинтами. Грустно все. Никаким образом не набирает. Тайбрейкеров нет. Видите? Говно этот ваш Бухгольц. Для слабых духом. Спасибо, Глебедин. Но мы надеемся, что мы их увидим. Так, группа номер 8. Кого там вообще можно будет посмотреть в этой группе сейчас? Знаменитая сумрачная группа китайцев. Так, там наш друг Snail Scream был в 5-м раунде. Да. XMT Incars. Есть их репки? Ну-ка.
Чё, а мы смотрели? Подождите. Инкар Snail Scream. Мне кажется, нет. Нет, не смотрели. Мы только 4-й раунд Snail Scream. Snail Крем. Snail Крем. Он не скрим. Он крем. Прошу прощения, у меня травма. Просто я видел ник, который подобно выглядит очень долго в Дове. И из-за этого путаю. Чисто привычка. Привычка путать. Итак. Нектор Snail Cream и Инкарс из клана XMT. Не знаю, откуда Snail Крем. Инкарс, видимо, ну, с запада. XMT-шный клан. Тут просто жесткий Нургал билд. На 2 перемалывателях душ. Хорошо, что не крестоносец. Ну, я же играл в соревновательный дов. А крестоносец... Где крестоносец, а где соревновательный дов? Крестоносец же он больше по фан-каткам. Специализируется. По ревкам там, по кастам своих игр. Ну что, у нас интересные подходы. Спрятались в итоге у Шепти избранники богов просто в каве. Хороший мув от Инкарза. Какой-то сильный дядя. Мировой смотрит, записывает, как они играют. Но прикрытие в виде кавы — это вот мув, ребята, нормальный. Записывайте. Пока что демон не знает, что ему тут делать. Кстати говоря, что по магии? Потому что вот эти туши возвышенные, их же придется как-то пытаться убить. А они крайне жирные. Тут пеший Нурглит смерти. Через режим максимальное удушение. Кстати, здесь еще есть сетка. То есть станешь чувака и расстреливаешь. Сетру могут убить. Головами метательными, например. А тут еще ужас для задувки. Ой, сейчас будет сетка. Сетка рулс. Или не будет? Меч мучителя. Дальность. А, это на область вообще. Осторожнее надо быть. Сетри. Тут камбуха. Вихрь? Ну, кстати, я не обратил внимания. Это реально вихрь есть. И вихрь так неплохо пробивает, расстреливает возвышенных. Беру свои слова назад. Все нормально, все работает. Тут уже куча отрядов потерялась. Нет, он заходит. Он заходит сюда. Сейчас будет проклятие, наверное. Станище, или пока его не видят. Бросается похищение. Не, его видят точно. В него бросили похищение, но... Меча не будет. Меча не будет. Просто бросаются головы. Никуда пока что не влетают нормально снаряды. Чё творят эти скаты? Скоты. На последнем издыхании всех задушили. Но царь перебарывает. К сожалению, камбуха не удалась. Я думал, будет очень красивая стратка с удалением сетры. Да, а произошла поплава. Царь просто все перестрелял в ноль. Перестрелял. Вон там хашки со спины накидывают. У Шепти спокойно стоят. 1300 уже набили. Вот и все.
Хотя не все, подождите. Вру. Я что-то слишком сильно в себя поверил. Произошла какая-то небольшая поплава. Ага. Только что была огромная разница, я ускорил. Это, видимо, Сеттера впитал. Ой, а Сеттер-то сейчас может отлететь. Рановато я в себя поверил. Тут еще хил жирный. Плодовитость работает. Уворачивается инкарс. У Шепти даже уже не прячется ни от чего. Он сейчас пальнет. Он не стрельнул. Он решил уворачиваться. И Сеттера живет. Попытка выстрелить в него здесь сорвалась. Сеттера ушел за бугор. А, хорош! Сеттере надо здесь, возможно, спрятаться. За пацанами. Он расстреливает у Шепти, но им все равно. Возвышенные под локусом плодовитости тоже стоят. Лупасят, он же ауешный. Он очень жестко хилит. А, да, я недооценил локус плодовитости. Он тут уже почти до фула работяг отхилил. Сеттера еле живет. Ему нужно с пылы просто по КД кидать, кстати говоря. Не знаю, что они кидают. Клинки. Например, клинки бы сюда кинул, подхилился. Бы сам глобалом, нет? А то так можно проиграть. Я вообще зря его похоронил, пацаны. Больше не буду так поспешно хоронить работяг. Это какой-то хитрый крем, который просто через локус. Задел, кстати, своих ребят варпламенем. Но в итоге вот эта херня, которая кидает локус. Без ветров. Смотрите, как нахилил. Да, откопал игрока. Но не всех сюда приводят в итоге инкарс. Сразу. Постепенно нападает. По чуть-чуть. Как же они тут всех разваливают. Пошел меч мучителя. Всем поломало атаку. Но остается 2 минуты. И царь победил. Реплей же не поломанный, я надеюсь. Он просто сдался. А то потом окажется, что реплей поломанный. Ну, вроде все себя нормально вели. Уворачивались, спрятались. Просто странновато закончился реплей, знаете? Так, как заканчивается поломанный. Но он не должен был ломаться. Это 5-й раунд, никаких патчей не выходило. Но да, я действительно его рано похоронил. Сильно сражался. Я посмотрел на разницу в value. Такой, ладно. Забыл, что это Нургл, который ее наберет. Ой, останки. Против какого-то безумия. И Мазды на кресле.
Почему не берут Белокора? Потому что его занерфили, сделав слишком дорогим. Ну, может, что-то еще ему нерфили. Он был имбой за свою цену, да. Вагон нерфов и удорожаний. Ему прилетело на голову. Вот, его больше не берут. Не, ну может в домке он и появляется где-нибудь. Для лендов он слишком дорогой. Для конквеста. Для завоевания. Бабка там что-то уже лекции читает ящером. Рептилоидов отчитывает. Ну куда ты полезла? Тебе сейчас напихают. Под сетку еще небось. Ага. Состав армии ящера вынуждает Кислевита атаковать. Станки. Невероятная группа, ребята. Изгнание на ход, на шару. Как будто бы. Ну, типа, задержать противника, но в целом на шар. Ой-ой-ой, останки плохо. Ей надо куда-то вот ныкаться, да. Кстати, вниз уходить, вот сюда в леса. В ямы, в леса. Там можно прятаться от обстрелов. Кислевиты собрались толпой. Сюда сейчас может разрушение городов влететь. Пошла улучшенная сеточка. Куда? Вот сюда? Вот сюда? Вот сюда? Вот туда? Да, бабка поехала в обход. Часть ящеров вынуждена отступать. Причем резервы пока что стоят. У Крема. Крем просто стоит и выигрывает. Просто стоит и просто выигрывает. Кстати, Маздамунди вообще в себя поверил. Охереть как. Парень. Удивительно, что он раньше фокус не получил. О, тут комета. Попадет? Попадет кометой. Он попал кометой, ё-моё. Невероятно. Что за бешеный слан? Плюхи летают. У Кислева осталась куча выстрелов, но у противника есть скав. Это тут косари с копьями. Так, бабуля. Ой, разрушение городов может вообще уничтожить тут просто Кислев. Неплохо. Очень сильно, хоть и по своим, но пробило прям солидно. Маздамунди не прощает вообще. Ледяной лес вырос посреди поля боя. Не, кометы попадают. В ЧР и ЧМ попадают. Просто чем выше уровень игры, тем реже попадают кометы. Но можно брать комету плюс сетку. Тогда комета попадет точно. Давит по Велию здесь. Маздамунди. Маздамунди здесь просто царь и бог. Он все уничтожает. Останки законтрили. Это GG. Счет 1-1. Солидно. Солидно. Но тут у Кислевита, конечно, билд интересный. Стрим сохранишь? Это будет первый стрим в истории, который я не сохраню. Так и быть. Первый стрим. Он будет уничтожен. О, Имрик. 4 катапульты. О,
Господи, какая-то крутая группа. Имрик и 4 катапульты. Ну, погнали. Погнали смотреть. Ультуан будет катапультирован. Имрик на драконе, ребята. 2750 уже не так дорого по меркам лордов третьей вахи. Просто со своей пикой. Просто со своей пикой. 4 катапульты стоит. Будем перестреливаться. Дальность 380. Если болтометы собираются тут что-то быковать, им быстро объяснят, что они не правы. Спрашивают, зачем 2 мага? Ну, во-первых, книжка. А их можно брать дабл? Дабл книги брать нельзя, по идее. Магичка жизни, чтобы лечить Имрика и Феникса, так как в них миллиард денег, и это ставка буквально на них. И магичка огня, чтобы задувать к чертовой матери блобы царей. Вот такие пироги. Феня не боится. Что здесь, драка будет? Как же катапульты набрасывают. Просто бедная пехота. Бедная пехота грустит, ее расстреливают. Безумный билд, конечно. Ну, то есть я не знаю, насколько оправданы здесь оба мага. Каждый по отдельности работает, точно. Ух ты, попадание. Есть пробитие. Хотеп. Куда он вообще сел? А зачем Хотеп сюда пришел? Зачем он пришел сюда? Его просто обоссали. Это за фид лорда. Ё-моё. Только что грустил. Жесть. Да. Сейчас здесь у Секфа еще разберут. Хлам. Ну, пехота тут тоже, конечно, грустит, но Хотеп полег. Никто не спасет. Кава со спины уже прорывается. Это просто похоронная для царя. Ой, для... Ну да, для царя. Тут уже не победить. Никаким образом, и царь сдается. Да, ну это, видимо, либо мисклик, либо просто завтыкал. Крайне все печально получилось. Да. Да. Бывает. Конечно. Кто еще у нас сильный? Мы смотрели Chosen и Джон ФБ? Мне кажется, нет. Итак, наш чемпион доминации. Chosen. Который сильнее, чем Булдыга на 4 поинта внутриигровых. О, выходит против Норски на Огр. Понял вас. Ой, неправильно же фраки, да, назначил. Огры у нас слева. Окей. Палят лес кровогрифы. Здесь у нас Огр казначей ныне очень популярный.
Бафер-дебафер. Набор быков, свинских всадников. Видите, затар солидный. Здесь у противника тоже затар солидный по количеству. Дешево, сердито все в основном. Фемирский аристократ за 900 рублей с антиладжем, ну против огров. Против огров работаем. Здесь же Вульфхеднар с антиладжем. Маг, земля металлом, ржавая чума и раскаленный рог. Здесь огнечрев для задувки. Здесь магические атаки, если вдруг нужно будет. Занимает точку у нас Нарскиец. Собирается на ней обороняться. У противника нету пушкарей. Соответственно, можно не бояться. А нет, Нарскиец даже не собирается оборонять точку. Или собирается. Он сначала подумал, потом передумал. Потом снова подумал, но потом все-таки снова передумал. Он собирается защищаться. Нет, он собирается нападать. Да что ж ты такой непостоянный. Хотя, с другой стороны, да. Тут идея Чоузена была в том, чтобы подойти, но не драться, а просто расстреливать. И вынужден был мистер Джон реагировать на это, отвечать. О, тут людоеды за 1600 рублей. Ну их всего один пак. Это один центральный пак. Пошла задувка грабителей охотников. И самая удачная часть грабителей убежали. Всего пол хп удалось снести. И они по моральке все еще целы. Но очень странное нападение от Джона ФБ. У него тут уже пошло столкновение. В итоге здесь куча просто собак со всех сторон. Вульфхеднаров надо защищать каким-то образом. Интересное у нас бадание. Хотя нет, смотрите, нормально отреагировал на кровогрифов позади себя. Здесь нарскийцы держат удар. Очень больно стаи саблезубов, которая зацепилась в копейщиков и огребает. Два нарскийских сингла пробрываются к центру армии огров, чтобы забрать командира. Но встретившись с командиром, они почему-то передумали. Они поняли, что их никто не прикрывает. Блин, вот стая бешеная собак. И местная бабка, вот она бегает. Да, они... Которая их подкармливала. Говорит, что они не кусаются, эти собачки. Они там уже даже огров сжирают. Которые с работы, с завода идут. Опачки, баф. Опачки, баф. И очень больно Вульфхеднарам. Огонь по ним бьет неприятно, потому что у них есть реген. Это значит... А тут еще уязвимость к огню, да, потому что огонек лучины дает. Получается, тут плюс 40% урона сразу по Вульфхеднарам, плюс замедление регена. Это просто уничтожение. Так еще и денежки падают. А вот синглы все-таки развернулись и накидали в кабину казначею. Но с ними тяжело драться. Тут, конечно, и атака, и урон на уровне. Так, людоеды, потеряв практически половину хп, набили только 280. Им очень грустно. Тут вульфхеднары бегут хавать, очень-очень-очень голодные. Но тут еще и грабители обстреливают, а это больше. Более неприятно. Раскаленный рог. Джон ФБ как-то маловато магии использует, честно говоря. У него очень много маны. Очень много маны. Надо было раздевать. Раньше надо было раздевать людоедов-то. Синглы грустят, их заставляют избивать каких-то вонючих гнабралов. Гнабларов вместо того, чтобы заниматься делом. Ой-ой-ой, мотыгой получил еще огненная башка. В этот раз мощная, сдул и своих, и чужих. Так, казначей обратил внимание, аристократ убежал, оставив пёселя. Без присмотра.
А это не Джон, это Йохан. Понял. Как ты догадался? Джохан ФБ. Потому что ФБ это Йохан. Но тут уже в value разница огромная. Chosen передавил. Chosen передовик. 1-0. Так, на меня тут котяра орет. Требует прекращать стрим. И заниматься делом, например, играми с ним. Но мы держимся, ребята. Так. Сильвания. Тут, конечно, вообще огры на элите вылазят, я понял. Так, против огровских королевств. Огровские королевства. Гризус, ребята, Гризус. И брак крепкобрюх. Антиладж здесь, антиладж там. Здесь машина, здесь огнечрев. Есть пушечки. Пеший король стриг упырей, кстати говоря. Пеший. Какой интересный выбор. Баншишечка. Так, у него взяты обилы, чтобы пугать противника. Еще рок и тьма. Вот, можно будет напужать огров-быков. О, куда банши вылезла? Тут же Гризус с магическим уроном. Никто не попал. Никто не попал по женщине. Вся смерть пронеслась перед глазами у банши. Баншня. Вперед вырвались ужасы из склепа. Вовремя заметил это Chosen, что они за счет скорости вышли из безопасной массы зомбей. Вамп сейчас подведет сюда реген. И будет готов драться просто толпа на толпу. Пошел огненный урон с той стороны. Огненный магический. Дебафы нормальные так-то. Но в первую очередь задача вампа подчистить тылы, не слив своих синглов. Тут, конечно, тяжело ужасом. Много неприятного огненного урона. Пошли призванные ужасы из склепа. Схавали огров-быков. Отошли рыцари крови на разгон. Здесь сейчас свинцеплюй будет повязаны. Не понравилось курганным духом драться там с огненным уроном. С огненным магическим уроном, прошу прощения. Телега подходит поближе. Здесь сейчас будут запирать гнобларов. Ну, в итоге вампу нужно сделать так, чтобы у противника остались одни синглы. И там уже как-то синглов пытаться пробить. Синглов, потому что... Да, голова там солидная, потому что... Хотя, по дэмэджу. 33 всего фрага. Там все остальное сдувается. Пошел улучшенный рок и тьма. Ой, сейчас все обосрутся. Все разбегаются в хламину. Остаются только синглы огров. Ну это похоронная. Но в итоге вамп мясом просто сможет под регеном перестоять противника. Хорошо себя чувствует король упырей, потому что он не крупный. Он маленький.
маленький такой упырь. Вот, поэтому огры его не пробивают. А он их нормально лупит, у него в целом атаки хватает. Тут Вигор Мортис рядом, который восстанавливает запас сил постоянно. То есть он постоянно будет хорошо бить. Там бьет, регенится. 10 хп в секунду реген. Так, Гризус накидывает огромное буйство и минус атаку всем. Начинает избивать Баншу. Тут и Баншу бы им развалить, и телегу бы развалить. Упыря вряд ли удастся убить, он скорее всего уйдет. Вот телега, конечно, суеты наводит очень много своими регенами. И тем, что восстанавливает запас сил, потому что это очень серьезная тема. Восстановление запаса сил. Еще одна голова. Горящая голова зомбям покоя не дает. Щорок и тьма. В этот раз на Брага крепкобрюха. Моралька его летит вниз. Законтрить это пока нечем. Зачаржить не получится. Он сейчас получит флаг отступ. Или не получит. Смотрите, он переборол. Было минус 10, мы с вами видели. А вот, все. Все, обосрался. Его не отпустят. Кто вышел на отступление, того схавают. Тут уж, к сожалению, только так. Но вамп уже заборол. Джуджумба 2-0. Но билд забавный. Ну да, когда в таком билде есть вот эти ключевые юниты, вопрос всегда заключается в том, а как ты защитишь остальных. Пока твои синглы там где-то будут что-то ходить, как ты защитишь остальную армию от того, что ее сдуют, проигнорировав твоих сингл-юнитов. Так, это мы сейчас посмотрели бои топ-4, да, пацанов? Кто там еще у них сильный в этой группе-то есть? Кто там сильный у вас есть? Так, Chosen. Гринч, да? Гринч, где Гринч? Где Гринч? Где Гринч? Не видно. Интересно, ладно, непонятно. Сяо Пудинг, Мантоу, Махоу. Кто, где реплеи? Как их отличать? Давайте пытаться отличить. Здорово, Киран. Автосейв. Реплей кто-то скинул. Автосейв реплей скинул. Так, сейчас я накачал тут кучу непонятных реплеев с непонятными названиями. Будем смотреть, какие игроки там есть. Чтобы понять от китайцев, которые не подписывают ни хера свои реплеи, кто с кем играл. Так, это какой-то Маха из XLS. Это Мантоу из XLS. Это то, что нам нужно было, по-моему. Мантоу, да, или нет? Мантоу сильный. Сейчас XLS Мантоу. Но он идет 3-1. И Гринч идет 3-1. Нормально. Так, XLS Мантоу, это мы можем смотреть. Тони какие-то. Белуга и Вилгир. Махо. Не знаю, это Махи. Итак. Ойшику нар китанг пюр-пюр Миракру. Миракру это, видимо, на японском, английском Миракл, да? Миракру. Пуря-пуря. Дворфы.
Дворфы против тамборфов. 2 взрыва жирнича. Ребята. 2 взрыва жирнича, вы понимаете? Вы понимаете? Поехали. Ну, соответственно, у этого парняги счет 3-1. Он проиграл только каким-то иероглифом, там сейчас с 2-1. 3 победы, 3 поражения. 3 победы, 1 поражение на начало 5-го раунда. Соответственно, его противник тоже должен иметь где-то там неплохие статы. Как минимум 2 победы у него должно быть. А то и все 3 будет. Он взял 2 раздувшихся трупа против дворфов. Соответственно, на жирничей. Там, где стоят жирничи, туда должны пойти сейчас синглы. Чтобы, если что, своей толстой мордой встретить. Толстячков. Килостро является небольшим юнитом, соответственно, Гарагарим с преимуществом против пехоты будет работать. Тут, блин, есть рывок Кракен даже. Рывок Кракена. Вообще для дворфов это невероятно сложный матчап. Из-за как раз сирен душных. Сирены крайне душные. То есть нельзя сказать, что противник не шарит. Противник шарит. Он взял 4 пака сирен. Он шарит. Для дворфов это неприятно. Сирены. Они лупасят бронебойкой. У них сопротивление физухи жесткое. Они быстрые. Вот, здесь убийца демонов, как я и говорил. Сингл-юнит должен выбежать и затанчить с собой толстячка, чтобы не дать ничего сделать. Забавно, что здесь именно стражи глубин летят вперед, чтобы словить, видимо, портфели и пули, конечно. Куда ж вы, ребята? Здесь еще, возможно, замедление. Пошла руна замедления. Попались в небольшую ловушку, хотя, возможно, все равно удастся им выйти. Призываются гниющие прометейцы. Hello. На прорыв. Жирнич все еще есть. Все еще нависает страшной угрозой. Но Килостры, конечно, проблемы. Гарагарим в нее вцепился. Гарагарим скорость 40, здесь скорость 40. Уже, правда, подустал немного бегать за ней. А она еще даже не устала улетать. Замедлить пока не получается никак. Толстячок встал подальше, не идет. Призывается еще проклятый странствующий рыцарь и пошел обход. Врыв сирен. Никакого кольца огненного здесь нет. Чтобы задувать сиреночек. Здесь зацепились немного сиренки. Толстячки бегут. Смотрим на толстячков. Здесь атака в лицо дворфу не удалась. Пока что. Но все основные юниты, самые мощные, позади. Идут. Кстати, сиренам больно. Долгобороды-то передают привет. Подождите, это... Долгобороды с огненной атакой. Ой, с магической. Это потому что скорбящий здесь. Это потому что Гарагарим скорбящий. Даже Гарагарим набросил, да? О, ну это прям похоронный Гарагарим. Ему, правда, надо рядом здесь держаться. Прям очень надо рядом держаться Гарагариму. Его так гранаты дамажат. Ой, ой, ой. Или стражи глубин. Куда? Какой урон? Посмотрите на ХП. Твою мать, и толстячки бегут. Как же больно. В итоге лорд за 900 бегает за жирничем, чтобы не дать ему забежать.
Опачки! Куда сирены? Не успел. Вот это вообще прикол. Просто изи байт. Но Дварф пока ведет. Пошел рывок Кракена. Противник видит. Влетаем Стражи Глубин туда. Короче, мистер Пурпур. Мистер Миракру. Мастер по дамагу самого себя. Гранаты вообще суету наводят страшную здесь со спины. Да не, Краблинг, это прям нормальный реплей. Интересный. Мне понравился билд царя. Ой, не царя, а вампирата. Прикольный. Ну то, что с контролем иногда не справляется, это да. Нет, ты пропустил классный реплей Солмер против Сипы. Где чуваки с кучей кавы на башне Хаэта всеми отрядами в лесу просто столкнулись. Еще призыв. Там Жирнича убили. Но Дворф тут ведет. Все, Дворф переборол. Гарагарим на магических атаках. Тут, конечно, душит. Это не Хилиброн, там Парати, по-моему, была. GG. Ой, я там бов поставил здесь. Сейчас, извините. Про счет вообще забыл. Это первый бой. Нормально. Но жирничи очень сильно законтрили. Но тут сирен быстро законтрили. Самое неприятное. Что было, один отряд Стражи Глубин получил в морду от громобоев. И сиренок законтрили. После игр с Сипой в ВМ останутся только лохи. Он. А как реплей назывался? Кикаем Олеша. Из ВМ. Все, кикнут из ВМ. Так. Снова стихийный дух моря. Так, хай-эльфы против дарков. Дарк-эльфы. Дарк-эльфы. На огромной просто карте. Смотрите, умирают постепенно темные эльфы. Помирают. Но точку все равно захватывает тот, у кого есть колесница. Ведьма что, мага ошибку в себе влупила? Она сама себя влупила силой тьмы? Прикол. Что за прикол? Вот это бывает.
Ладно. Уважаемо. Кравлинг, это 8-я группа, так надо. Не воняй. У тебя там Альфредина систему Бухгольца уничтожил, а ты, пока ты сидишь. Карадриан еще тут развонялся. Что, вихрь клинков бросаем? Прошу прощения. А, даже и вратить не успел вернуться. Что-то закрутило, завертело. А нам и все равно. Мы просто стоим, ежели чё. Какой вихрь? Альфредина лично выиграл у Бухгольца БО3. О. Да, БО1 должен был. Это смешно. Смешно. Ладно, у нас тут душнина. Душнины и обстрелы, прострелы и душнина. Карадриан полетел, он понял, что ему надоело это все. Вот это все говно, он больше терпеть не будет. Он будет дамажить, он будет таранить. 2 паками его, наверное, нет смысла бить Карадриана. Хватит и одного. Ну ладно, лупим 2, чтобы он сейчас начал гореть. Жопа начала гореть. Все просто... Вот это мув! Кравлинг. Топ-реплей. Но это мисклик. Это мисклик. Видел, что кидали в турниры. Я видел, что там кидали, что Морс там какой-то кикает повелением левой руки игроков. Вот. Что он админ-самодержец. Но Карадриана спасли. А вот работяг не спасли. Тут крайне неприятная драка. Аларк тут хилит. Как бешеная. Еще не подлететь нормально. Она, конечно, присела, подруга. Ой, она же не летающая, она конющая. Ответочка клинками по своим. Ответные санкции пошли. Чтобы окончательно добить рыцарей на хладнокровных. Нормально. Тяжело. Торпеды влетают. Но было потеряно 2 пака очень дорогой кавы. Осталось еще всего лишь 2. Ну, остались, конечно, еще рыцари ужаса на холоднокровных. Но если они вот так же пойдут разменяться, то, возможно, их ничего не спасет. Чарж на чарж. Сейчас пойдет хил. Ряды смешались. Сюда несется стихийный дух моря. Все вообще все забили. Эльфы и высшие темные забили на точку. Пошла заруба. Ну, а Аларка не против драться толпа на толпу. Опачки, вихрь клинков. Вроде работает. Вроде работает, но на самом деле нет. В итоге эльфы не почувствовали. Они хилятся как бешеные.
Тут уже 2000 нахилила Аларка. Ей просто плевать. Включим клинок Феникса. Но это похороночка. Это 2-0. Хотя тут, конечно, драка нормальная. Фул захил огнерожденных. 3000 вэлью. Но под Алариэль, конечно, тяжело убить огнерожденных. Тяжело, тяжело. Так он еще не сдается. Смотрите, будет кайтить сейчас до победного. Кайтим, пацаны. Кайтим до победного. До конца гейминг. $2-0. 2500 value. А здесь 2700. Кстати, единственное, кто делом была занята. Так, ну больше интересных репок я здесь не вижу. Судя по всему. Остальных ников вообще не вижу. Что там, кто там? Гринча репки не вижу. Не скинуто. Поэтому можем сейчас переходить, наверное, в 5-й раунд. Или не можем? Сансот какой-то еще есть. Какой Сансот? Как его игры найти? Сансот. А, нет, вру, Гринч есть. Разрешаю закастить свои репки, кроме финальной. А это какие? Пятый раунд? Или с Флауэром ты имеешь в виду? Ну, до твоей группы доберемся. А ты в какой группе? 7-й? Ну, вернемся, придем в 7-ю в целом можно. Да, ребята, Гринч, ЦБ Гринч, которого тоже шансы есть выйти из этой группы живым. Мишелька против Гринча. ЦБшный, ну тут вообще 2 клана у чувака. Чисто вообще. Ну, уже насобирали себе кланы. Нет, я не против того, чтобы кастить репки игроков, которые тоже на ютубе что-то выкладывают после них. Типа, вы там выпускаете видос, я после этого могу показать уже, чтобы не отбирать зрителей, которые придут на каст. Вот. Это норм. Но чтобы вообще не показывать, ну вы чё, а мне для повествования надо. Чтобы я не показывал ваши репки, играйте как говно и не выигрывайте, не проходите, чтобы было неинтересно. Без проблем тогда, не буду кастить, так и быть. Итак, у Мишельки огонь, все летает. Здесь вампир смерти против сильных, да? Бьюна. А что там есть у нас сильное? А тут одно дерьмо. Ну, разве что один пак огнерожденных есть, по которому может это прилететь. Сразу пошла задувочка. Пацаны с верхней палубы стреляют, только что-то их это не спасает. Эльфы прибежали. Все собираются расстрелять чертовой матери. Собак, кстати. А, нет, есть один пак собак. Шалудивые псы. А, вру. Собак до хера.
Это я слепой. Видите, как круто спрятал Гринч. Очень широкий фронт наступления. Я чуть-чуть припоминаю игру Вайда и Entity, да? Это был Single Faction, где-то у Турина там какой-то крутой. Где Войд толпой лучников налетал как раз на вампирата. Хаевского. И задушил его. Халява. И Гринч собирается воспользоваться этой халявой. Ой, халява, что такое? Очень поздно увидел Среброшлемов, начал перестраиваться, сюда несется Верховная Магичка Огня. Но, кстати, ладно, успел. Чего, спрашивает Краблинг? Да был каст какой-то большой, где Entity против Войда, когда Entity был на коне своих вампиратов, Void был на... Блин, или стрим был. Что-то такое было, короче. Ну да, не Single Faction. Согласен. Это был турик. Короче, Void взял Хаев в контрпик вампиратом Entity. Вот так. Это не Single Faction был. Да, Void не мог на хаях в Single Faction быть на второй вахе, потому что он, во-первых, не был там на хаях никогда Single Faction. Во-вторых, он брал вампов, там, гринскинов, Бьюна, Среброшлемов. Да, это был просто турик. Я что-то не подумал, что сказал про Single Faction. Неприятно, неприятно. У Бьюны нет. Можно драться с ужасами ночи спокойно. А Мишелька-то, смотрите, получает лайфкоч от 2 кланов. В одно ухо ему АЕГшники говорят в Дискорде, в другое ухо ЦБшники. Прометейцы очнулись, поняли, что они могут здесь защитить. Но очень много осталось, конечно, высшего эльфа. Это похороночка. Один 0. Далее. Цари против бестов. Роковой бык. Кровавый бык. Так, тамбовские короли против бестовских морд. Папа Думбл здесь, да. Папа Думбл. Готовится к бигмувам. Снова у нас перегруженный фланг. Неплохо по горам тут влетело. Бедные хашки. Кентигоровские. Им напихали. Решает неровно Гринч напасть на коробку. Здесь. При том, что у него часть войск очень поздно дойдет. Нападаем неравномерно. С другой стороны, можно просто пробегать мимо. Только в эту коробку зачем пробегать прям? Заткнуть избранников богов, правильно? Будут пытаться.
правильно. Тут скорее своих защищать придется. Тут неприятно. Неприятно. Ревущий шаман зверей с трансформацией Кадона. Во. Ой. Дохнуть от синглов. Залетаем в коробку, дохнуть от синглов. Но это неплохо. Мантикора здесь. Эти ребята уже скоро устанут. Влетаем. О, посмотрите на бедолагу. 8 защиты. 8 защиты. А тут бежит обниматься. Ух ты, нихера, у него прыжок. Бедолага-бык. Это он размахнулся просто. После этого замаха бык должен был улететь. Тут как будто не самый лучший размен для зверолюда, честно говоря. Без прикрытия нормального хашек. Кровавый бык просто обоссан был. Бык должен был умереть от атаки сердечного приступа. Может быть. Получилось тяжело. Тяжело. Ой, тут еще зажали шамана. Повезло уйти. Повезло, повезло. Скорости не хватит догнать. Но Гринч, конечно, немного хашками не доигрывает, потому что вот этих синглов должны убивать метатели топоров. Они просто должны накидывать в лицо. Ну или, по крайней мере, не давать им так борзо бегать здесь. Нифига себе в себя поверили. Окей, чарж. Чержига происходит. И засад у Шепти. Неприятно. Неприятно. Приходится в бок уходить. Перелетные птицы скоро вернутся уже с югов. Скоро файт закончится. И они как раз тут как тут. Синглы наглеют. Им вообще похер. Вот вообще похер. Потому что хашки в ужасе убегают от обстрелов здесь. Поэтому синглы не боятся, что в них влетят топоры. Никаким образом никакие топоры никогда не влетят. Все порешали. Договорились обо всем. А, тут сейчас еще нужно будет от перелетных отбиваться. Когда плей-офф? Со следующей недели может начнется плей-офф. Кто знает. Оп, сюрприз. Неприятно. Из-за бугра. Я издеваюсь? В смысле, ты думаешь, я издеваюсь над Гринчем? Ну, ребята, вы, конечно, это... Осадите. Какое издевательство? Я лишь констатирую факт грустного Думбула. И все. Издевательство выглядит совсем не так. Или то, что я сказал, что хашки не реализовали себя, это издевательство? Так они же не реализовали себя. Это же правда. Грустный Думбл. Ну, возможно, я это Краблингу написали, он там срет в чате. По беспределу.
Но тут уже похороночка для царя. Окей, Мишелька. Ой, для царя, для Беста. Тяжело подрался в начале. Мишелька с силой 2 кланов. Окей, чё там Мишелька этот? Какие у него там результаты? Мишелька. Так, Мишелька проиграл только Джону ФБ. Да? У него сейчас 4-1. Мы переходим с вами к 6-му раунду, где видим наших звезд. В 6-м раунде ни хера нету нормально. Вообще непонятно, кто с кем играет. Нет. Сука. Ладно. Своя атмосфера, пацаны. Я думал, репки здесь нормальные, а здесь репок-то и нет почти. Давайте посмотрим, чьи есть репки. Реплей Док против ОГК. Это Белуга и Мистер Кротик. Но у ребят уже нет шанса выбраться из группы, поэтому не сейчас. Простите. Гринча кикают уже из ВМ. Психи. Какие-то. Так. Это, по-моему, тоже ребята, которые уже не могут выйти из группы, и смотреть их нет смысла. Да? Да. Так, дальше реплей, состоящий из иероглифов. Там дворфы, которые проиграют, наверное. А это скавины. Блять, ну тут какая-то сверхсекретная битва, я хуй знает. А вообще... Не знаю, кто это там. Играет. Черти что. Пацаны какие-то на иероглифах. Но все пацаны с иероглифами в никах, по-моему, уже не имеют шансов пройти. Поэтому дропаем. А вот эти ребята, по-моему, имеют. Санс и Манто как раз в топе у себя, да? У Санса к 6-му раунду 4 победы, 1 поражение. Он проиграл только Снейл Крему. XLS Манто. 4 победы, 1 поражение. Проиграл какому-то чуваку с иероглифами. При этом этот чувак с иероглифами после Манта проиграл 2 раза, и у него 3-2 стат, то есть он не выходит, скорее всего. Вот. Соответственно, 4-1, 4-1. Топы своей группы в деле. Вот вам и дворфы. Причем тут штурмовые вуды. И Малакай. Дворф готовился к перестрелке, а тут штурм. Как вам? Возможно, будет сюрприз. Сразу включено сопротивление выстрелом. По кругу расставлены егеря Диколесья. В бочиночку влетает Курнус с забияком, потому что егеря Багмана пока что в инвизе.
Малакай, Макайса. Гарагарим. Ну, как будто это похороны для дварфа. Если эльф нападет равномерно. Ну, дварф собирался перестреливаться. Вот, а перестреляться не получится. Тут еще янтарное копье. Ой-ой-ой. Дворфы слышат янтарное, думают пиво, открывают рот. Янтарное летит, они такие: где? Подставляют рты, а их убивают копьем. Обман. Скам. Но копье пока не было брошено. Рулбрейк? Рулбрейк, 2 курнуса. А, это не 2 курнуса. Нет, 2 курнуса. Рулбрейк. Нельзя. Забираем победу. Модераторы. Займитесь. Займитесь делом. Ну, если победа будет. Рурубрейку. Напишите им. Они поймут. Эльф крадется. Опачки, спалили егерей Диколесья. И здесь они спалились и передумали резко. Да уже похер, как бы. В итоге отошел на расстояние, чтобы все равно получить стрелы. И потом все равно будет подходить, чтобы получить стрелы. Вот этот залп можно было получить, этот же залп и уже дойти. Ну ладно, допустим. Сейчас будут портфели брошены. Брошены портфели. Сколько стрелков у дворфа? 8. Вру. 7. Плюс 3 горняка. 10. 11, если арта стреляется. 12 молокай. Все по чести. Все, егеря уже здесь. Егеря набегают. Один пак танцоров войны отлетел, но они вернутся. Янтарное копье что-то очень плохо работает. А дворф-то контролит. Смотрите, вывел егерей Багмана. Спрятал. Можно сейчас будет подрастрелять вот этих бедолаг. Бедолагинь. А дворф-то вообще серьезный парень. Смотрите, что делаем. Что делает-то на дворфах? Кает егерями Багмана. Багмарями Егмана. Зажат молокай. Тут просто уходим. Похер, уходим. Так, брошена старшая руна замедления. Здесь Гарагаримис, что дает, кстати, хорошие, приятные магические атаки дворфам. Перестраиваемся. Болтометы стреляют. Всем вообще насрать на то, что есть болтометы эльфам. Тут можно было в псину настрелять и спасти пацанов. Но не получилось. Не фартануло. И эльф начинает давить. Начинает бесчестно давить, начинает бесчестно догонять.
Но эльф здесь победить не может, вы же сами знаете. Рул брейк. Мы сейчас позвоним, и бой будет отменен. Пара звонков Альфредине, и бухгольц этого игрока будет опущен, будет переоценен. Ой, как избили бедного молока. Все, 1-0 якобы в пользу эльфа. Они... Что? Реплей поломан, правильно? Что за хуйня? А как может быть реплей поломан? Он реально испугался, что я позвоню Альфредина? И ливнул? Дворф взорвал отель Лорен в этот момент боя. Допустим. У нас трансмутированный бой. Какой-то. Допустим. Какие-то чудеса. Смотрим поломанный реплей. Хотя, видите, даже восклицательного знака нет. Все нормально абсолютно. Так, у нас империя на инженере, танкисте. Против Дарков. Танковый инженер. Сразу обстреливаем. Летит Маратька. Маратьки. Сила тьмы, похититель душ. Миазмы. У эльфа у нас набор 4 пака кавы. 3 пака темных всадников здесь. Тут у нас набор имперских копейщиков. Просто затаренные по самые не балуйся. Пистолетчики, кавалерии. По кавалерии слабо. Всего 2 пака. Маратьку душит. Наконец-то норм билды, пацаны. Пацанды, норм билды. Опачки, бедного мага. Упасим сразу жезлами. Вообще за 500 неплохо так. Конечно, маг получается. Но его удалят с поля боя. Можем ускорить. Тут у нас игроки собрались долго перестреливаться. Точнее, играть по захвату точки. Захватывать точку танком это... О, увернулся от ракет. Не-не, не Регров, Краблинг, не Регров. А тут даже не надо уворачиваться от ракет. $115 value, батарея огненных ракет. Треть боезапаса уже выстрелена. 115 value. Как вам? Ну ладно, не треть. Но было неприятно. Так, а еще? Будет ли еще расстрел? Да куда ж ты в этот пак-то, бедный, настреливаешь?
Так, Марати бросает сразу похититель душ в толпу. Маратика... Этот пак продолжают унижать. Вонючий. Вонючий пак. Его будут гасить на весь боезапас. Сдохни, тварь. Максимальное унижение. О, перестали. Переключились. Есть другой пак. Самое время унизить этих вонючих копейщиков. Что они себе позволяют, твари? Зашли на имперский бугор. Тут танкисты избивают кавой. Но зачем ему помогать? Танкисту этому. Он сейчас вообще отлетит. Так, тут бросается бомба, бросается хил. Танкист уезжает. Копейщики все еще живы. Ох, нормально прилетает. Ну, для танка тут, конечно, супер неприятно наличие арбалет. Правильно, сказали гасим копейщиков, а чьих не сказали. Поэтому сорян, мужики. Осторожней будьте там. Работают сумасшедшие артиллеристы. Больно? Ой, больно. Ой, больно. А хил будет? А хил будет? А хила не будет. Танк убили. Прикол. Возможно, кстати говоря, в прошлой игре был вылет. Был вылет, и они порешали, что победа типа... Блять. У Манта. Потому что я вам скажу, ребята, что есть третий реплей. Вы же сами понимаете, что не может третий реплей играться, когда счет 2-0. Скорее всего, это был вылет. Но! Модеры, имейте в виду, даже если был вылет, руру-брейку запрещаем. Итак, есть третий реплей. С гоблинским болтометом, с ожагом. На карте Док-Карас. С двумя вульфхеднарами. Любит у нас мистер Манто дабл героев. Не, подождите, Санс любит дабл героев. Это коробка. Это гринскиновая коробка. Вульфхеднары. Вульфхеднар оборотень. Да, у них сейчас у волков будет 2 курнуса, представляешь? И они начнут стрелять. Мамонт с трансмутыгой на коне против коробки. Химера. Тут нормально взято. Здесь у нас пацаны. Ожаг в Затаре. 2 пака каменных троллей. Ожаг в запаре. Ожаг на дисциплину. Крутой вожак на атаку. На невосприимчивость психологии. Для того, чтобы каменные тролли держали удар. Орк ушел АФК. Ну тут даже можно не уходить. Тут в целом напрямую по габле было дыхание. И они перестроились, все. Видите? Какой крутой. Он полетел похищением души мучить шамана. Правда, сейчас сам на хашке потеряет столько же. Причем тут хашков даже не преследуют, кстати говоря, потому что конные грабители могли уже на перерез там двигаться под ним. Ну, короче,
Короче, прощают Ажага. И Нарскиец решает нападать. Похищение души шамана бьет. Шаману скоро надо будет кидать трансмуточку. Ваджага. И Ваджага. Дыхание бронированных стрелков. О, гоблинский болтомет наконец-то начали попадать. Тролли еще не всех ввели в бой. Ой, трансмутка. Ажаг, конечно, доспехи включил. Ну и трансмутка. И Ажаг улетает. И Ажага надо вообще загонять сейчас жестко. А доспехи остались. А доспехи-то остались. Так, Ажаг стоит, Ажаг грустит, его расстреливают, ему неприятно. Мага, конечно, прогнали к чертовой матери, маг успел набить 700 вэлью на Ажаге. Ажаг на маге 400 вэлью успел набить, но 2000 урон нанес, а здесь было нанесено 2300. Вот так, за один каст. Пошел вох. Троллей надо спасать. Тролли на последнем издыхании сражаются. Рядом Вожак. И Ажаг. И Вожак. Обздец здесь вульфхеднаров. Дофига. Но тролли держатся пока что. Сот вэлью набили, регенятся, держатся. Лучники прямой наводки пытаются. Тут, а нет, не прямой наводкой. Они гасят по всадникам могучим. Зато с этой стороны Ажаг выигрывает фланг. Тем, что присел просто на голову противника. Выигрывает стычку небольшую. Тут копится трансмуточка. Копиться еще будет долго с такой скоростью, конечно. Ну и Ажага хп мало. Надо с разворота срочно бить Ажагу по лицу. Нарскийцу. Вот они все побежали, да. Ажаг грустит, он не может регениться, у него 2000 хп. Ему по горбине накидывают, на него сможет присесть потом, да, Химера, и просто не давать ему жизни вообще никакой. Все выглядит крайне неприятно для зеленокожего. Не туда присел Ажаг. Ажаг любит дамажить, но не любит, когда его дамажат. Ажаг может попытаться добить шамана до трансмутки. Хотя тут уже обычная трансмутка готова. Хотя, если Манто сейчас победит, то переигрывать не надо первую. Получается. Он может действительно кинуть усиленный Спирит Лич. Спирт Лич. Не помню, сколько стоит. Усиленный 11, по-моему, стоит. Еще одно дыхание. Пошел. Уах. Но Макс спрятался. Сюда можно сесть. Сюда можно сесть. Сюда можно сесть. Нельзя сесть сюда. Надо уворачиваться. Ладно, будем уворачиваться. Чё там по троллям? Эти вернутся. Другие уже напуганы, да? Да, другого отряда больше нет. Маг ждет. Вульфхеднары собрались толпой. Стрелки пока что на месте. Можно Виверну, Химеру, например, убить. А сейчас страшно Ажагу. Ажагу действительно страшно. Тролли возвращаются. А тут два Вульфхеднара. Тут сингл юниты.
Запалил, смотрите, запалил шамана. Дальность 100, но дальность трансмутки-то тоже сильная. Надо кидать в ответку трансмутку. Колдун. Колдун не среагировал. И не кинул трансмутку. Решил сдохнуть с позором. Но он может вернуться. На 200 хп. Правда, в него кинут усиленную просто обилу и все. Так что вряд ли он трансмуткой достанет. Так, у нас тут дабл вульфхеднары на регенах. Пошло похищение души. Химерочку. Химере неприятно. Химера. И ветров еще дохерища. На турбо убегает здесь. Вот бы точку забрать. Все садятся забирать. 2 вульфхеднара. В них будут бояться с ними что-то делать. Ну, стрел хватает. Если они будут попадать. Видите, какая дерзкая тварь. Что творит? Где тролли, спрашивает Краблинг. Их больше не существует, Краблинг. Так, 1000 хп. Тут какая-то пробка. Какой у нас интересный файт, ребята. Так, зеленокожий перехватил точку. Пропустил удары по лучникам в спину. Это может быть жесткая подлива. Идет подлива. Подлива разливается, ребята. Лучники дохнут. Ажакс смотрит. Ажакс смотрит. Да, он действительно копит Спирит Лич. Спирит Лич. А что он копит, кстати? Может, тоже реплей поломанный? Окей, ускоряем. Ускоряем. Пошел до... О, пошел Спирит Лич. Ну, а Жак должен чисто на Спирит Личе побеждать. Это какой прикол. Еще Спирит Лич. Или нет? Еще Спирит Лич. Спирит Лич, правда, вульфхеднары возвращаются. Страшный спиртовый лич. Нарскиец победит? Нарскиец что? Победит? Он что? Победит? На вульфхеднарычах, что ли, победит? Он что ли на вульфхеднарычах, что ли, победит, что ли? А
То есть можно будет убить одного Вульфхеднара. Ну, либо его пробить и затеррорить. Доспехи есть. Защита есть. Вульфхеднары... Они ушли подальше. Теперь подошли поближе. Террор не работает. Ажажи. Твои зеленокожие братья умирают. Он не террорит этого Вульфхеднара, действительно. Добивать его Спирит Личом — это расточительство, потому что он настолько слабый, что его можно было испугать. А потратить Спирит Лич сюда. Однако-с... Добивают, ладно. Не, ну, присаживаться — это тоже, конечно, риск. Так как Вульфхеднары могли добить Ажага, но по идее там Ажаг может ударить, нырнуть и улететь. Надо типа присесть, не приседая. В конце кликнуть. Сработает же террор на подлете. Или не сработает? Ну, типа сделать вид, что типа садишься. И потом не садишься. Вульфхеднары до конца дерутся, посмотрите, до конца. О, он сел в них. Он сел в них. У него 900 хп. Сюда бежит Вульфхеднар. Судорожно Ажаг жмет кнопки. Вульфхеднар подошел, но не бьет. Он не бьет, он не бьет. Он затаранил и попал по жопе Ажага. Ажаг пытается улететь. Ажаг живой. Живой, но на соплях. Вульфхеднары обосрались. Так, остался один Вульфхеднар-герой, который пошел... Ну нахуй. На чуваков они дропнули флаг сразу. Ажагу не нравится, что происходит. Эти, кстати, еще свежие, ребят. Он вообще свежий. Стоял, отдыхал. Так, ты чё кликаешь? Ты дерись-то уже до конца. Что ты делаешь? Чисто на чаржах собирается. Добей, пацанов. По точке сейчас выиграет зелень. Понял. Сильно. Типа победил зеленокожий, но был рул брейк в первой игре. Модераторский состав. Кто там? Алхимик, пиши письмо. Диктую. Против достопочтенных Дави в первой игре был применен бесчестный рулбрейк. С 2 курнусами. Прошу проверить и принять меры. Диктую. Что бы вы вообще делали, люди, без меня? Никто бы репки вообще больше не смотрел. Кроме Райзума, что, никому не интересен чем? Никому интересны игры игроков? Я буду писать тогда: здравствуй, ВЦ, это я, твой единственный зритель. Так, но других игр пока больше нет, поэтому не смотрят.
Ой, ой. Работаем. Так, ну в этой группе больше нечего смотреть. Краблинг говорит, смотрите группу 7. Группа 7, в которой реплеев, конечно же, ни хера нет. Конечно же, ни хера нет реплеев. Так, персидский воин с каким-то китайцем играет здесь. В группе номер 7. Это тоже группа немножечко задета трансмуткой. Угу. Скавины против вампуров. Генрих Хмельный. Киргов, ты думаешь, я тебя не помню? Как ты по-русски писал? Шо, обмануть меня вздумал? У меня аж камера улетела. Сейчас, ребятки. Итак, у нас это группа номер 7, группа краблинга. 5-й раунд, не 6-й. 5-й. У нас здесь какой-то китайский игрок против ОДМ персидского воина. С интересным подходом к этому матчапу. Вамп вообще с абсолютно нестандартным билдом. Не с тем, с которым мы видели всегда у Скавины против вампа. Воздуха практически нету здесь. Шварцхафенские дьяволы, никаких мышей, ничего такого. Генрих Хмельный на коне. Нечем душить Скавина, нечем его жестко наказывать. Здесь у нас зуболомы в инвизе спрятаны. Зуболомы. Вперед вырывается баншня. Чтобы прорваться, разведать. Пушка. Краблинг. Я говорил, что это пушка говно. Краблинг мне объяснял, что эта пушка здесь хороша. Тем, что она навешивает бзз на кастеров. Вот. Навешивает бзз. То есть не дает кастить. Если попадает. Соответственно, в этом идея. Не давать кастить магу, просто душить его этой пушкой. А Хмельный пытается подойти. Две банши подошли и застряли. Вперед вышел крысогор-мутант, а у него магические атаки. Просто унижает эту баншу. Банши. Барышню. Опачки, прорыв, собачий прорыв грядет. Если эта пушка в тебя попадет, то кастов не будет. Да. Да. То же самое на Твиче написал Шико, только по-другому. А я сначала даже не понял. Но мы специально не читаем Шико, чтобы он репутацию не набивал. Это уже слишком авторитетный стал. Надо его сослать. А в итоге остановился Persian Warrior. Персидский воин остановился, не увернулся, впитал 2 бзыза. Да, действительно не читаем, не повторяем, он эти слова запатентует, потом стрим забанит. А мне... Генрих вообще все впитал, ё-моё. О.
Там уже КД минус миллиард. Очень долго идет вампир. Давайте мы даже немного ускорим. А то что-то он идет и идет. Идет и идет. Идет и идет. Пулеметы гасят зомбей. Самое время. Самое время появиться и расстрелять зомбей, потому что это красиво. Крысаугр присел на хвост Кемлеру. О, ну вот это уже красиво. Тяжело все у персидского воина с нападением на фронтлайн. Появился Крель против крысаугра-мутанта. Ой, как же они сочно расстреляли. Ужасы из склепа просто стоят. Зачем они стоят? Пулеметы повернулись. Есть ли ужасающий... Против воздуха, кстати, ничего не взял. Это вообще прикол. Потому что это чумной лорд. Соответственно, станить мы воздух не будем. Но есть свиток бури. Он замедляет. Правда, пока он будет брошен. А так они еще куда? Они зачаржили сфероносцев? А, они очень медленно чаржат. Ладно, вру. Это просто скорость 23 под натиском. Очень медленный натиск. Они резко начали медленно падать. Это смешно. А помощь будет? Ой-ой-ой, Бзыза попала. Бзыза опять попала. Он смог заклинание бросить. Но пулеметчиков не спасли. Их загасили. Правда, тут сейчас всех потравят за это. За это вот все. Еще одна Бзыза попала. Телега никого не хилит. Никому не помогает. И тут уже для вампа... Клонокрысы, так им и надо. Этим тварям. Клонокрысовским. Ужасное 13-е заклятие. Куда? Куда? Сюда, возможно? На ход. На ход, кстати, можно было бы нормально бросить. Да. Пошло на ход. Промазал, на самом деле, не в эпицентр, конечно, бросил. Но своих, может, не задел. Конечно же, это алебарды, пушка. Ой, как остановился в последний момент. Вы видели, он просто шел, и он дернулся. И выжил. Он вышел из зоны стрельбы. Пушки его достать не могут. Он запнулся о Скавина. Скавин его остановил. Голодный, ободранный маленький Скавин подошел и дернул за штанину Генриха Кемлера. Так, еще призыв. И тут происходит душнилово жесткое, а Скавины всех расстреливают. Как это побеждать? Никак это не побеждать. 1-0 в пользу Скавина. В итоге пушка затащила, на которую я говнил. Хотя у вампа, конечно, и билд, и стиль игры под вопросом. Так, вампираты на Лютере Гарконе. Золото слан. Ворует ману. И еще спекаля, видите, накидывает немоту. Интересный выбор.
Редко видно такое. Здесь маг Динча, а здесь немота. Нямота, ребята. Нямота. Ляпота. Стража блаженства. Сразу сверхдорогая на месте. Лютер Харкон нагло пошел пытаться душить колдуна. Ворует у него ветра. Идет еще расстреливать. Хашки должны бежать, конечно же, на перерез Лютеру и пытаться ему помешать. Творить всякие непотребства. Правда, они что-то застоялись. Застоялись, грустят. Не двигаются. Просто через атаку, видимо, нажал. Немота пока что. Немота-то какая. Немота. Еще попал. Так можно повернуться сейчас. Вот этими ребятами можно повернуться, просто расстрелять мага, нет? 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 Ну нет. Ладно. Так его еще и поймали за рогача. Бывает. Короче, супер биг мув от колдуна, который забежал на территорию вампирата, увел своего мага от Хашки, вместо того, чтобы защитить, и ведет еще дальше. Здесь вообще никого нету, кто защитил бы. Хашки могли бы, например, сюда бежать, вот на перерез. В итоге Хашки специально убегают в другую сторону от мага, чтобы его не спасти. Никаким образом. Это нереальный биг мув. Можно сесть, кстати говоря. Вот сюда. Он и так садится. Он садится. Правда, далеко здесь стража блаженства. Итак, дискарь сел. Тут происходит налом. Ну как налом? Наломчик. Маленький налом. Но армия хаоса очень странные мувы делают. Вот они, Хашка несется. Вот они, Хашка. Вот она здесь, вот он маг. Опачки, оборона. Собаки уворачиваются так, как будто это по ним стреляли, а стреляли-то на самом деле не по ним, в толпу пиратов. С пекалями врезаются, прометейцы очнулись, такие, оп. А что это, надо защищать? Надо защищать, что ли? Как там по заклинаниям? Будем бросать заклинания? Или там немота настакалась на вообще на веки вечные? Итак, Хашки прибежали. Сделали гигантский крюк. Просто огроменный крюк. По Велью тут его еще нет пока что. Меч перемен. Рожаем отроди. Вот сюда, ну стреляй. Объясните Лютеру. Хоть раз в своей жизни объясните ему, что нельзя так борзеть. Ну объясните. Ну. Подойдите поближе к нему. Пробежите под ним. Это же суицидник. Это же форменный суицидник. Псих. Нет? А это точно ОДМ? У него 4-0, да, у персидского воина? На момент. Ну просто... Вопрос к игре хашками у меня имеется. Гниющие всадники на месте. Стража блаженства стоит. Хашка
Стреляет издалека, чтобы часть снарядов пролетала мимо, чтобы сложнее было попасть. Хотят доказать, что они меткие стрелки. Вот это что это? Может, мы Лютера примем? Возможно, у меня действительно поломанный реплей. Хорош. Не, ну у меня, честно говоря, вопросы к этой игре очень большие. Хасид не старается победить. О, хашки близко подошли. Уже конец. Ну, ГГ тут. Чё? Болеем за хасита в целом? Или хасид болеет? Но странная игра, странная игра. Я вам скажу, друзья мои. Действительно странная. Так, The Vault против Флавера. The Vault против Флавера. Поехали. Так. С двумя тварями. Ну, ого, тут билды, конечно. Тамбовские кинги. Нурглитские нурглиты. Мощный Флауэр, который обыграл Краблинга в его группе, если что. Если вы не видели на канале Краблинга. Вот. И кикнул Краблинга из клана ВМ. После этого. Так что... Из ОДМ кикнул. Ну ладно, ладно. Понял. Верим. Сразу. Раз некому останавливать, чаржим в лицо. Интересный билд у Нургла. Ну-ка, что он тут понабрал? Кайзек оскверненный. Высший чародей. Со зловонными гостями. Чисто в лорда накидать, наверное. Чтобы там был какой-нибудь хатеп. Ну тут Халида. По ней нормально попадут зловонные гости. По Халидочке-то. По Халидочке-то. Но обстрел тварей Нургла подошли змейки, потому что они не боятся, на их скорости их вряд ли кто-то догонит. Тут, конечно, чардж большой, но они успеют уйти. Хотя смотрите, как поперло внезапно. Глянь, поперло. Глянь, поперло. Догнала. Правда, змейки и в миле антиладжем обладают. Они еще с разворота пальнули по ним. Даже Халида уже пришла разбираться, посмотреть, что за херня. Очень сильно пробили здесь рор-отряд. Посмотрите, разница уже практически в 2000, а Нургл все еще не дошел. Брошены зловонные гости где-то на 2 косаря, чтобы удалить мага с поля боя. Магу грустно, тут одним кастом его просто отправляют отдыхать. Он выживет, но на грани. Как же Флауэр жестко душит. Как же он жестко душит своего противника. В итоге твари развалили.
И просто прячется за своими копейщиками. Далеко, кстати, вышли избранники богов, которые тоже уже почти косарь набили. Ага, передумали. Передумали. Нургал дошел. Разница value 3500. При этом я не вижу хилов. То есть для себя, конечно, хил есть. Для друзей хил не взял. Как будем сокращать отставание, непонятно. Возвышенных вообще тут просто расстреляли вовсю. Но тут как будто уже все. Победа царя. Уверенно. Уверенная победа царя. Хотя... Пошли улучшенные зловонные гости. Кайзуку напихали по мордасам. Вообще неплохо пробили, на удивление, сфинкса. Такой зарубе. Но возвышенные чумоносцы не дошли в полном составе, чтобы закидать в усмерть противника. Конечно, Нургал нападал синглам неплохо, но на подаче сейчас закончится. Больно, змейки пошли в обход. И это победа. 1-0. Победа царя. Он тут просто спокойно стоял и всех перестрелял. Понял, что нужно фокусить вот эти отряды. Забил на чумоносцев бесполезных. Так. Высшая магия и Карадрян против хаоса на вообще на элите. Ё-моё. Дискобол элита. Так. Дискобол элита. Сарта, магический летающий, с трансмуткой и ржавой чумой. Куча мусора впереди в виде мародеров и элиточек позади 3 диски. 3 диски литые, 3 пака и рыцари хаоса с пиками. Здесь верховная магичка высшей магии. Я думал, тут будет шторм против воздуха какой-нибудь. А тут длань славы под сестер Авелорна. Апофеоз и угасание души. О, ничего себе, угасание души, работаем. Правда, модельки не убила. Но дэмэдж нормально. 3 сотки value за каст. Сразу чарш в морду, даже в спину грабителям. Кстати говоря, какой-то слабый чарш. Из-за того, что они убегали спиной, сильный чарш не получился или что? Почему они их не снесли в хламину? Это такая тактика крутая. Просто в спину убегает и получаешь меньший чарж. Ну ладно. Имба просто, стратка. Пошла улучшенная длань. Скорость перезарядки 4 секунды. Заряжаем пулеметы. Пулеметы работают, сразу лучше близко не подходить. Еще одно угасание. Переключились, конечно же, на эту стражу. Карадрян, кстати, не летающий, а на коне бегающий. Подешевше. На всякий случай. А пулеметы действительно работают.
Здесь, видите, Хашка сразу охраняет, занимается делом. Бросается жесточайшая трансмутка, диски здесь как-то надо спасти. Как-то надо спасти. Одной Хашкой, конечно, здесь спасти не удастся. А может и удастся. Замедлить нечем. До сестер добрались. Даже один пак дисков решил убежать, потому что огнерожденные где-то там заняты. Среброшлемы тоже не охраняют почему-то дворцовую стражу. Ё-моё. Ё-моё. А они-то добрались. Эти сторожат блаженства. Эти сторожат дворец. Ну, как-то очень хорошо хаос напал. Тут бутерброднули чуваков. Стражу заткнули. То, что тут пехота какая-то сражается, вообще на нее плевать, потому что здесь решается исход боя. В битве Кавы и Синглов. Карадрян пока не может ничего спасти. Тут апофеозом магичка спасается. Как может. Защита, конечно, у нее очень низкая. Так, сестры повернулись. Тут чарши надо будет, наверное, чуть уйти. Но потеря принцев-драконов неприятна. Да и лучниц осталось мало. Сарта копит еще одну трансмутку. На 2 косаря. Насколько хорош Карадриан на коне. Он, конечно, хилится. А, он хилит. Он хилит. Не, ну понятно, что по статам он неплох. Но как и любой другой чувак на коне за 1350. Вынужден реагировать. Не может быть проактивным, может быть только реактивным. Здесь. Как тебе фейерборны? Ну они просто были схаваны, что с ними здесь взять? Их бутерброднули. Они были одни, гуляли одни по темным улицам. Им говорили не делать этого. Ну зачем хаоситы на них напали вдвоем? Мы что, будем заниматься с тобой виктим-блеймингом? Как же больно. О, магичка отступает, но тут задавлено. Задавлено. Понял вас. Карадрян косарь набил. Неприятно получилось. В итоге элита пробила. Понял вас. Так, Марати против Маздамунди. 2 высших проводника чар. Так, лизардмены, да? Работаем. Работаем, работаем. Жезл Харайдена. Маздамунди на кресле с сеточкой и с апофеозом. Марати вылезла, а тут сцинки-застрельщики. Неприятно, надо улетать. Вроде как плюс-минус задоджила часть. Хотя немножечко получила по башке. Но похититель душ есть, если что, зарегенится, если надо будет. Медузе объясняют, наверное. Сейчас будут объяснять, что зря она так далеко вышла. Ее откинут чутка.
В итоге Бастиладон неплохой ответ на колесниц будет. Это сцинки-застрельщики обычные, у них никаких сопротивлений нет, поэтому в перестрелке они не так круты, как хамелеоновые. Хотя с Медузой поперестреливаться можно. Чисто из-за дешевизны. Да, работать тут будут лазерные пушки, если что. Ящер решает всей армией выйти вперед. Сейчас можно будет плюнуть. Сетка! О, боже мой! Это что, куда? Поплавыга происходит. Полная поплавыга. Куда? Сюрприз. Краблинг уже кикает флауэра из ОДМ. Я понял. Но это, конечно, флауэр не подрасчитал или не подрасмотрел. Не заметил сетку. Да чё, ребята, это просто ошибка. Такая бывает у всех. Неприятная. Но очень неприятная ошибка, конечно. Под сеточку попался. Маратик пытается сейчас отыграться. Уже забегает Кава с боков. Но потерять сразу колесницы здесь, это больно. Это больно. Крайне больно. Хотя вот, смотрите, пак целый. Один пак целым остался. Успел увидеть разрушение городов. Ушел от него. В итоге забрали только копию ужаса. Копии ужаса. Теперь возвращаются назад. Пошел зловещий вой. Маратик пока что тут маловато набила. Опачки. Пошла удаль. Все восстанавливают силы. Арбалетчики работают. Медуза ушла в леса кайтить. Партизанит. Партизанит. Здесь хил когорты. Как будто бы... ну да, колесницы, видите, не обстреливают вот эту машину, потому что на нее плевать. Но ее так быстро не убить. А вот модельки когорте... Уатля. Пробить. Это всегда хорошо. Медуза пока что не набила Вэлли. Ну вот тут что делать с Кроксичем? Их неплохо прям расстреливать. Но противник тоже отстреливается очень сильно. Очень сильно отстреливается. Еще и хилит. Гадко, мерзко хилит. И ветров у него много. Хотя у Марати тут ветров вообще вагон. Да, кавалерия темных эльфов, как это часто с ней случается, фидит. Получилось грустно, тут еще один апофеоз. Но это все. Возможно, действительно тильтанул после сетки. Хотя в первой было очень уверенно. Крайне сильно уверенно было, но здесь внезапно мистер The Вулт дает победителю Краблинга поражение, лишая Флауэра возможности закончить 6-0 внезапно. Вот так. Кто этот The Vult в этой группе? Надо посмотреть. Группа номер 7. Так, The Vult. Это XLS. У него была стата на этот момент 3-1. Сейчас стало 4-1.
И у Флауэра стало 4-1. Да, у Флауэра было 4-0. Интересно. Интересно. Ладно. Чё там, Краблик? А ты кастил свою игру с Чейном? Давайте посмотрим, как играет Краблик. О нет, ребята, сейчас будем впитывать скилл. Ставим банки с говном. Заряжаться, чтобы они взорвались вообще во время этого боя. Опачки, это Краблик. Краблинг против Чейна. Миррор Дричи. Так, ну тут больше верю в Краба просто из-за опыта, потому что Миррор Вудов штука довольно сложная. В целом. Конкретно здесь. В Мирроре Вудов буду ставить на дедов. Запомните. Но посмотрим, как Краблинг вытянет ли. Вытянет ли Миррор Вудов. Билды похожие. Хотя нет, не совсем похожие. У Краблинга есть вечные стражи со щитами. Меньше кавалерии. У противника больше кавалерии. 2 пока диких всадников. У Краблинга, видите, еще обычная стража полян и стрелы ведьминой погибели. А здесь ведьминая погибель и еще звездный огонь. То есть дороже лучники получаются у противника. У Краба больше пехоты. Дричи одинаковые. Краблинг ведет 10-0. Ой. Простите. Но он себе очки подрисовал. Краблинг сразу немножечко получил. Здесь миазмы в диких всадников. Причем Краблинг подошел, чтобы сильно их не бросать. Пошла перестрелка. Бросается яма теней. На ход. Краблингу, и Краблик в нее даже позашел. Специально в яму теней. Так сказать, чтобы противник не сильно мазал. Дрича здесь более активно у Краблинга орудует. Еще спокойно вбросила призыв, а у Чейна Дрича задержалась. Кавалерия пока что далеко. С одной стороны больше лучников у Краба, здесь он перестрелял, с этой стороны больше лучников у Чейна. Тут Чейн перестрелял, тоже свой призыв дает. Чейн, правда, далековато от строя лучников. Краблинг решает, что не будет здесь драться, бросает яму теней в 2 пака. Перекрывает свою яму ямой противника. Точнее, наоборот. Своей ямой яму противника. Ямы яма. То есть. Ну и отрыв уже на 1000 поинтов. А где же знаменитая кавалерия Чейна? Она делает гигантский крюк. Просто огромный крюк, пока ее армию тут расстреливают. Она пошла в обход. Не, ну Краблинг на лайфкоуче Булдыги, на его билдах, на советах в целом довольно хитро играет. Я вам скажу. А вот и Кава. Ну, действительно,
главное преимущество Чейна было здесь, это то, что у него кава сильнее. Да, потому что у него 2 атака диких всадников, но они отдыхали. Пошел размен. Кстати, не самый лучший размен. Здесь как будто бы надо было, возможно, забить и просто пробежать и кава и луки пробить. А в итоге Краблинг кайфует, он 2 пака остановил одним паком. Это ли не мечта? Ну и пробивают диких всадников. Их расстреливают. Их расстреливают, разница value 2000, но тут уже грустновато все для Чейна выглядит. Этот бой за дедом. За дедом. Что тут по лукам? 8 паков, да? Забавно, и здесь 8 паков. Но Краблинг сэкономил. Просто набрал 20 паков. Еще понабрал вечных стражей со щитами. Чисто по скидке. Краблингу по скидке юнитов выдают. Нечестно. Так, бистманы против зеленокожих. Но это вообще матч мертвый для зеленокожих. Только нубас на бистманах может его проиграть. Невозможно проиграть его. Абсолютная супер-гига мертвечина. Что тут взято-то? Малагор. С диким господством, интересно. Кровавый бык. Затаренный. Химера. Хашечки. Здесь гоблинский великий шаман с карающим блеском, который теперь хорошо работает. Лучники, ну считайте, не коробка, но оборонительный строй будет. Оборонительный строй против попыток поддушить. Хотя оборонительный строй на точке. Зверолюд же сейчас точку захватит, зачем ему нападать? Чтобы в него карающим блеском не кидались. Зверолюд будет нападать, потому что он рашер. Еще зеленокожий уходит подальше. Ладно, давайте ускорим. Карающий блеск слабо пробил. Ну да, Краблингу нет смысла нападать. Логично. У него точка. Тут никакой артиллерии нет. А нет, есть смысл нападать. И снова нет. Снова передумал. Потому что Булдыга. Рафлан советует нападать, Булдыга советует отступать. Крутой карающий блеск. Орнгоров. Не успела Химера дать дыхание в кабанов до того момента, как они убегут. Пока поворачивалась и думала. Кабаны уже разбежались. Паук, кстати, довольно борзо здесь играет. Да, вот ушел сразу в строй. Краблинг не может стоять, у него трясутся руки. Ему нужно что-то делать. Ему хочется движухи. О, Кигор. Это была картоха предупредительная. Так, бык на искателе уходит. Ну, кстати, неплохо. Краблинг прям байтит. Сильно.
Очень сильно байтит противника. И противник на это действительно байтится. В итоге паучиха здесь халявные тычки пропускает. Еще бой уходит от точки подальше. Это тоже интересный, конечно, подход. Кигор умер от кринжа. Теперь забайчена была Химера. Очень глубоко в строй пролезла. Ее отравили. Набежали. Избивают. Нужно спасать Химеру. Теперь забайтились банда сломанных бивней. Что-то тут этот. Ловушка на ловушке. Ух ты. Размен. Кигор появляется со спины. С ужасающим видом. Да, он же ужасающий. Да, ужасающий вид. Сзади появляется. Проклятие дурной луны в собак. Прокляли, пёсели. Ну и сюда еще попало, в Кинтигоров, ладно. Кабаны забежали слишком далеко. Кигор пошел в мили дубасить картофаном. Кабанам грустно. Точка все еще под краблингом. Краблинг решил там даже наступать. Там, кстати, одна габла, их с лангора перережут. Они могут даже не резать габло, они могут просто мимо пройти. Очень плохо кровавому быку. Не знаю, для кого хуже то, что ребята дерутся у лайна. Наверное, хуже все-таки для зеленокожего драться у линии. С такой-то дисциплиной. Потому что пацаны сразу отступят. Тут проблема еще в том, что этот работяга может отступить с его базы барани. Хотя нет, случается вак. И теперь краблингу не круто у лайна драться, потому что бык сразу уйдет вот сюда. Бедный регенящийся бык. Обосрались Кинтигоры. Сейчас обосрется бычара. Бык пытается вытянуть. Пытается вытянуть. Пытается вылезти. О, в него вцепились. Его просто провожают до линии. Он такой, я отступаю. Хотел обмануть. Хотел обмануть. Ой, бедный. Ой, реально обманул. Поймали Химеру тем временем. Да. Но тут забайтил. Забайтил очень красиво. Химеру поймали. И потушили. За Химеру крайне обидно. Еще одно проклятие пошло. Ой, как оно дамажит. Как оно дамажит, проклятие. Как же гоблинский Грейт Шеман работает. Кстати говоря, то, что я смотрел здесь, думал, слангоры победят. Их в итоге расстреляли, судя по всему, вдалеке. Пока я не видел. Кораблик еще и там проиграл, в габле. Ну что, пацаны, кикаем его из ВМ. Придется кикать. Один-один, ну Чейн хорош. Тут что-то по пехоте даже грустно произошло. Краб действительно затеррорился. Возможно, он здесь и не пользовался помощью Булдыги. Надо Булдыгу срочно звать на третью игру. Катай против ящеров. Интересный набор. Интересный яшурский набор. Кстати, без барабана.
Так, грандовый Катай. Ух уж этот грандовый Катай. Катавый грандой. Это не Годзилла билд. Ну, против Катая на Годзилле выходить. Тяжело, может быть, против Катая на Годзилле. Сразу пошел вперед Краблин. О, неплохо. Пошел тоже собирать жатву. Правда, ему наплевали сразу в душу. Жрец цинков. Куда цепь молнии? Ну, это на шару, конечно. Чейн рискнул на ход ноги. Действительно рискнул. Получилось неприятно. Ветра протрачены. Еще одна задув очка. Тут магическая ошибка сработала неприятно. Сколько там мощь? 100% всего лишь. 100% мощига. Ящеры не могут стрелять через строй, поэтому дробовики себя чувствуют нормально. Вот, кстати, что ящер взял, чтобы убивать дробовики? Получается, идея была в том, чтобы молния, да? Цепью молний выбивать пацанов с дробовиками. Потому что они здесь крайне неприятны. Люто неприятный. Тут еще летит чувак с молниями. С малой цепью из молний Уранона. Поэтому Краблинг не стоит тут квадратами. Приятными для пацанов с дробовиками. Всякие молнии. Очень больно. Опять Джаоминь переродился. Куда зашел? Куда бедолага зашел? Стоять! А ну, боять стояться. Катль здесь. Оборона везде у Краблинга держит, пока формируется. К дробовикам никого не протащил. Здесь Чейн, наверное, стоило бежать со всех ног. Один пак дробовиков попал под молнию. Катль вяжет еще один пак дробовиков. На другой, который повернется, скорее всего, должна быть брошена тоже сразу молния, чтобы спасти работяг. Потому что иначе... Работягу Катля, потому что иначе ему напихают. Напихали магу. Ух ты! Красивая влетает длань богов. Вот, кстати, надо было, наверное, обе длани богов потратить на отряд дробовиков. Дроботяги, да? Реально дроботяги работают. Молнии не тратит здесь Чейн. Посрались ребята с дробовичками. Ух ты, какой чарш от диких хладнокровных. Какой шарш. Тут Краксигоры могли бы, кстати, зачаржить. Вот, они очнулись. Дробовики окружены у Краблинга. Но в итоге пробить смог. Правда, какой ценой? Да, у Краблинга не смотрите на вот это, потому что у него Джаомин украл 2000. Хотя разница тут все равно в 2 косаря.
По вэлью. Оп, молния. Оп, молния. Так, молнии потрачены нормально. Вот эти ребята еще целы. Колдуна щемят. Краблингу очень важно щемить этого колдуна, потому что ветров еще дохерища. Запасных он будет своими цепями бросаться, особенно вот сюда. А ему этого не надо, конечно же. Дракончик трансформировался, чтобы дать трансмутку, наверное, сейчас как вмажет. Трансмуточкой. Усиленной. А тут еще и синглы собрались. Через головы стреляем прям по Краксигорам. Пошла еще цепь молний. Краблинг копит трансмутку. Вот, накопил. И прям в бубен. Это просто, это обычная окончательная трансмутация, не улучшенная. Пока что так, просто один, так сказать, для острастки. Это мисклик, Краблинг говорит. Но верим ли мы ему? Должна была быть улучшена. Что хотел сказать нам игрок этим мувом? Какой смысл он заложил в это тройное нажатие на заклинание? Но тут уже противник задушен, задавлен. Два 2-1 Краблинг. Снова его приняли в ВМ. Но дробовиков... Ага, 1200. Но подсдуло их нормально. В шаге от Кика из ВМ. А вдруг Краблинг в шаге от Кика? Вдруг он Казиныч собрался уже стримить? Но Ваха и есть Казиныч, скажете вы. И будете правы. Так. Реплей мистера Фила вообще не видно. К сожалению, посмотреть его нельзя. Давайте посмотрим Флавора против какого-то азиата жесткого. Это уже 6-й раунд. Прыгаем на 6-й раунд этой же группы, где Флавор играет против азиата. Как раз вот этого азиата, который победил персидского воина, вы видели, который гонялся за магом персидского воина на Лютере, Гарконе. А шо, Краб, все. Краблинг запретил 6-й раунд кастить, потому что там его хлеб. Перевертыш против Каразака Рака. О как. Там, наверное, лорд за 600 рублей на перевертыше. Краблинг, кто там? Кто там? Кто на перевертыше? Давайте, ваши ставки от профессионалов. Кто на перевертыше? Я думаю, Дичала, Каблинг говорит. Каблинг. Дичала на Динчи. А, он знает. Но это в целом звучит даже очевидно, как будто бы, да? А Дичала. Это действительно Дичала. Как удивительно. Но полоска-то давит.
У нас тут Дичала, Хельбрас, который против дворфов очень хорош, возвышенные розовые ужасы, 2 пока дисков, есть огневик, у дворфов торпеды. Куда летишь? На дисках своих, на тебе. Чтоб в наш район не возвращался больше. Диски у него литые. Вон а как. Вон а как. Так, огневик. Дальность 150. На уворотах. Перевертыш решает впитать снаряды сначала, видимо, а потом превратиться в дичалу. А, он сначала решает кидать магию. Все, прошу прощения. Ух ты, это крутой мув. А теперь мутируем. Так, пошел адский проход, дичала здесь, очень много хитпоинтов сразу, она еще сейчас здесь закрутится. Закрутит вертуху Газманова. Вот она пошла. Все разбежались, коробка продырявлена. Кстати, самолетики могли бы поближе подлететь, если хотят стрелять. Но дворфы как-то... Дворфам все равно. Они стоят под обстрелом. Они гасят дичало торпедами. Проход был сделан, но для кого? Никто не хочет воспользоваться ее проходом, зная, что это не женщина, а перевертыш. Не заскамишь, Динчитов. Саня, мы видели, это ты переоделся. Оп, задувочка. Что скажешь про вертолеты? А что с ними? Они стоят, кайфуют, их никто не трогает. Так, перевертыш действительно стал вертышем. Вертолеты, hello. Может, поближе подходить не судьба. Что, все? Штрум накрылся? Хардбас убил рунника, кстати говоря. Так, ну здесь идет накопление на еще один спелл. Дворфы еще так собрались кайфово. Может удастся закинуть спелыгу сейчас. Да, они идеально встали. Бросается сюда еще один адский проход. Все дворфы убегают, потому что знают, что это перевертыш. А перевертыш просто отменил проход. И стал дичалой. Опять этот псих в женщину переодевается, сука. Дворфы забайтились. И вышли из коробки. Зачем вот сюда 2 пака убежали? Что это вообще такое? Просто с ума сошел резко китаец. Все, дисциплина. Дисциплина нарушена. Хватило одного мужика, переодетого в женщину, чтобы нарушить дисциплину всей дворфийской армии.
Вот так вот. Пехоте больно, пехоте грустно. Хардбас вообще кайфует. Дичала несется здесь. На нее зыркнули дворфы, она передумала резко. О, тут огневик в упор накидал. В упорно. Точка захвачена. Дворфа растянули вообще на максимум. Хардбас под огнем, поэтому регенится хуже, чем обычно. Вот здесь бедные мстители. Даже мстителей зачаржили. Как же больно. Тут закончились патроны практически. Надо бы оставить, наверное, один залп. Плотненький. Оставили без защиты ребят с торпедами, но... Хардбасу больно. Дичало здесь. Здесь Малакай. Торпеды летят. Торпеды летят. 1800 хп. Дичало здесь. Закрутила вертуху. Закрутила. Очень больно. Со всех сторон спустились вражины. Малакай, доставай дубину. Ну тут, конечно, супер неприятно резко стало. О, портфели в дичалу. Ну, сюрприз от экорунских мужиков. Повезло, что, кстати, их мало. Она еще ушла. Сейчас бы долетели подарки. 600 хп. Там еще возвращаются дворфы. Малакай попал. Выстрелом. Достаем молотилку. Ударом не попал. Ой, как больно. Отступает дичал, ей сейчас в спину выстрелят. Ой-ой-ой, Малакай заряжает ружо. Заряжает ружо. Тут Хардбас не дает выстрелить Хардбаса. Малакай все равно собирается заряжать ружо. Но пока он не стреляет. Хардбас запрещает стрелять. Малакай выходит на прямую дистанцию выстрела. Слееры здесь. Но Малакай не стреляет. Он смакует момент. Пошла. Пошла пуля. Пошла пуля. Прям в затылок. А там 3 пули было. 14 хп. Она вернулась. И отступает. И увернулась от снарядов, кстати. Повезло. Повезло. Она, отступая, увернулась от снарядов. Хороша. Спасла дисциплину. Вся надежда на Хардбаса. И на его реген. На то, что его не обстреливают огнем, и он регенится. На то, что он раскидает сейчас слееров. Так, дичало здесь. Дичало, возможно, станет перевертышем и попытается бросить спелл. И за счет того, что бросит спелл, еще получит вторую эту обилу. И торпеда, и Малакая, например, всадит. Надо наступать через лес. Тут, кстати, возвращаются еще возвышенный огневик. Но Малакаю нужно стрелять Хардбасу в спину, я не знаю, что ему еще делать. Ну, вообще, в идеале, конечно, застрелить перевертыша. Пошел спелл. Заряжен. О, на 100% заряжено. То есть ульта заряжена, ребята. У Дзинча.
Но не будет брошена ульта, будет брошена торпеда. Хардбас дорезает слееров. Малакай вспомнил, что он может стрелять. Выстрелил последний патрон. 9 хп здесь. На 14 хп Дичала выжила. О, торпеды вернулись. Скорее немножечко подсбивать. Тут сейчас еще одно заклинание будет. Но это победа Дзинча. GG. Очень близкая игра. Красиво. Перевертыш, да. Да, у него действительно меньше морали. Но когда он переодевается в женщину, он сразу становится смелым. Я вас понял. Красиво. Так, Миррор. Дарков. Только тут без ведьм. Ну, тут одна главная ведьма. Ну, конечно, Перевертыш. Перевертыш крутой парень. Успел выйти из формы. Постоять, кинуть спелл. Да, сцепились с бабкой. Ведьма Хилиброн на Мантикоре. Сразу же душнина колдунов рокового огня. Здесь нечем замедлить колесницы. Что там Хилибронка может делать? Хилибронка может жестко драться. Вообще может, без проблем. Но будут ли с ней жестко драться? Это вряд ли. Взгляд Хейна. Очень хочет начать здесь файт Хилиброн. Но против противника с эльфийскими ведьмами, когда у тебя копейщики, идти начинать файт. Но с другой стороны, у него колесницы, которые только на дистанции сильны. Правда, вперед несутся бедные рыцари на хладнокровных. Снова неровно нападает у нас красный темный эльф. Очень неровно. Пошла судьба Бьюны. Но в кого? В кого? Скорее всего. Кого еще тут давать? Ну, как бы пытается кинуть судьбу Бьюна, но не особо получается. Тут подставляются кавалерия. Пропускает Чарльз в бочину еще и от ведьм. Есть Бьюна, есть Варева. Но с другой стороны, здесь обычные эльфийские ведьмы. И без этого тяжко. Короче, влетают все, я понял. Начинается куча мала. Зачем-то зачаржили темные всадники, попали под ведьм. Им очень плохо. Тут тоже плохой размен для красного пока что. И пока добежит подкрепление, тут уже один отряд уничтожат просто в хламину. Хилибронку расстреливают в упор. Включается удаль. Удаль. Марати может какое-нибудь похищение души еще бросить на Хилиброн сейчас, чтобы окончательно ее добить. У нее же еще есть жезл Харайдана. Кстати, здесь внезапно не так все радужно. Оказалось, как я думал. Но залив Хилиброн здесь жестко решает. Посмотрите, как красиво в итоге напал. Если бы не
Фит Хилибронкой было бы намного лучше все у красного. Так, похищение души куда попало? Телепортируется туда-сюда, я понял. Непонятно. Так, 25 хп. Сплэшем не убивает, Хилибронд живет. 25 хп. Ребята! Держимся на 25 хп. Сильно. И не отступаем, кстати говоря. Потому что смертоносное мастерство активно. Марати летит. Непонятно, почему не умерла. И Марати догоняет Хилиброн. Хилиброн садится и умирает. Ей даже... А, она просто упала. Она упала, пока садилась. Во время посадки упала. В итоге тут у Флауэра, конечно, остался лорд, остались стрелки. У противника есть похищение души. Но вот Марати-то отхилится в ответ. Бьюна тут не нужна, потому что целых паков нет. А Марати продушивает просто страшно. Магичка зачем-то пошла одна гулять, чтобы отлететь от Марати. Ой-ой-ой, зажали неплохо, кстати. Можно было не уходить. Ты чё? Ты куда? Ты кидай! Ты зачем уходишь? Ты шо? Ты зачем уходишь? Можно было бы наказать Марати в хлам. Но нет. Какие-то мувы, честно говоря. Странные. Куда ты похищение кидаешь? Это Марати души. Сука. Сука. Зачем ты это делаешь? Ну ладно. Торпеда в колесницу? То есть он мог убить Марати, ну или просадить ее. Но он торпедировал колесницу. А? Что? Не, ну Флауэр здесь на грани проходит на самом деле. Очень просто странные мувы. Прям очень странно. Марати должны были замучить уже спылами. А спыло хватает. Ну и все, тут магичку догоняют. И убивают. И побеждает Флауэр. Ну... Вот это поворот. Жалко, я просмотрел, как, конечно, на поле боя тут проиграл Флауэр. Хотя тут Кава, видимо, вот Кава хорошо поработала, и колдуны хорошо поработали, да, и за счет этого удалось всех порубить в салат. И ведьм. Блин, ну это жестко. Ну, Флауэра поздравляем. А то, судя по началу первого матча, я подумал, что нифига себе, он что, проигрывает и отлетает? А что это вообще за азиат? Это азиат, у которого было... А, это азиат, у которого было 5-0. И у него стало 5-1. И у Флауэра стало 5-1. Нормально. Но было крайне... Близкие бои, крутые. Мне понравилось. Но единственное, что не понравилось во второй игре, безумные решения китайца.
Непонятно почему. Странно. Ладно, ребятки, буду на сегодня заканчивать. Вот, еще, я думаю, будет один стрим у нас групповой. Может, 2, конечно. Но уже на следующей недельке, наверное, во вторник где-то. Будет стрим, 6-й раунд, будем доковыривать. Есть еще другие группы, их надо посмотреть. Еще один стрим, где Краблинг будет срать на игроков в комментариях. Не, ну это китайская мета, ребята. Там не принято лордов мочить. Все, вам спасибо большое за просмотр. За донат спасибо, Голобедин. Дречислав Кидов. Евгений Васильев. Все, ребятки, всем пока.